Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это «Шум», наш любимый проект, где мы встречаемся и обсуждаем, что же стряслось и потрясло. А прямой эфир — это прям замечательный повод для того, чтобы все хорошенечко сегодня обсудить. Собственно, я вас и приглашаю для этого. В прямом эфире, вашими комментариями, в чате трансляции. Пишите, откуда вы. Начинаем игру в города. Замечательный просто повод, чтобы напомнить, что нас слышно везде. Вот, смотрите, Мелитополь на шуме. Одесса готова шуметь. Это здорово. И Барселона тоже шумит. Крымск, поселок Гвардейское. Почему Шелест всегда опаздывает? Ну, как задерживается. Николаев, привет, большой привет. Сергеев Посад шумит, привет. Сергеев Посад. Таганрог, привет. Значит, всем привет из Диканьки. Там вечера на хуторе. Ставрополь на связи. Елец у аппарата. Кременчук, Севастополь, Хабаровск. Ого-го-го-го, Хабаровск. Вам там видно в Петропавловске-Камчатском полночь. Село Шум, отлично. Пенза на связи. Замечательно. Краснодар, привет из Екатеринбурга. Антрацит, Оренбург шумит. Питер, Харьков, привет из Дании. Хольбек, привет, Хольбек. Порто, Португалия, Шту, шумит Екатеринбург. Урал, Бескудникова, Москва, привет из Молдавии, привет в Молдову тоже большой. Привет с Дании. Привет в Питер магазине, да, в магазине Луганск. О, Луганский у нас с нами тоже. Львов здесь на связи. Привет из Нижневартовска, он с нами. Антверпен. Так, Каунас, Беларусь, Минск. Отлично. Ташкент, Узбекистан. Турция, Сиде, Белгород. Добрый вечер и вам. Друзья, собирайтесь играть в города, это замечательное, вообще, о чем хочется рассказывать, да, откуда мы все, откуда, где слышно этот шум. Поэтому большая просьба, если смотрите в записи, то тоже напишите в комментариях. Это всегда украшает любые комментарии, даже по тем, ну, не очень приятным или таким даже идиотским каким-то новостям, которые мы переживаем и о которых шумит весь мир, ну и мы здесь тоже не отстаем. Так, пока голосуете, пишите откуда, вот вижу Алтай на связи, Сибирь, Севастополь, Люберцы, Люберецкие подтянулись, отлично. Значит, привет, Тюмень, привет тоже. Значит, Бердянск, Бердск, Сибирь с вами. Пока пишите, откуда вы, милости прошу, как говорится, проголосуйте в нашем сегодняшнем опросе. Он звучит следующим образом. Так, кто побеждает? Очень простой вопрос, да? Ну, кто побеждает? Россия, Украина, никто, тупик или Запад в самом широком смысле этого слова. Проголосуйте вы, и мы, в принципе, разберемся, только давайте объективно, да? Ну, то есть объективно давайте просто понимать, кто побеждает, потому что у нас медийно очень разнится ситуация с тем, что на Земле, и вообще вот это вот День Победы все ждут, да, но на самом деле очень горько, когда мы говорим о войне между Россией и Украиной перед этими датами, и это время используют все для такой хуцпы, для такого гонора, для такого необыкновенного завышения ставок, хотя по большому-то счету уже все поняли друг о друге, и в принципе, ну, пора бы как-то уже смиряться где-то уступать и где-то заканчивать это все, но видите, как никто не заканчивает. Танкоград, Сочи, Мариуполь, Белгород, да, спасибо большое. Пишет, тупой вопрос, конечно, Россия. Ну, подождите, ну, тут опять-таки в самом широком смысле слова давайте смотреть. В общем, варианты есть, голосуйте. Подведем итог. Привет тебе из Запорожья. Давай потужность. Ой, будет потужности много. Луцк шумит. Привет большой в Луцк. Также Торонто с вами. Да, вот у нас Канадийщина тоже с нами. Афины всегда с вами. Днепр, Мариуполь, Бавария, Измайлова шумит, Хатанга, Кременчук, Амстердам, ух ты, Селфас, Исландия, ого-го-го-го-го-го, там Хабаровск, там Исландия, замечательно. Привет из Сан-Ремо, Луганск, да, значит, здравствуйте, Одесса, Норвегия, смотрим. Привет, Обнинск, тоже Феодосия на связи, привет в Крым, Запорожье, да, Ростов-на-Дону, Ростов, папа, Винница очень любит шум, замечательно. Значит, друзья, спасибо большое за то, что откликайтесь и дальше, это замечательно. Пишите кто где и давайте обсуждать все это происходящее. Потому что, если честно,
у меня, я вот задумался так, посмотрел там новости, да, вот мы вчера встречались, обсуждали, посмотрел как бы в продолжении, в развитии, увидел там разные события, ну, например, как там 155-й бригады командир побил с завязанными руками мастера спорта по Куошинкай и какого-то там чемпиона, ну, именитого достаточно, а все стояли перед строем, это было, а потом говорят, да нет, это какой-то дроновод, а потом он ушел в СЗЧ, это не он на видео. Когда вот увидел вот это, да, когда вот эти танцы вокруг Армуза, которые сейчас продолжаются, сейчас об этом поговорим, и вот посмотрел на масштабы, да, вот смотрите, вот Ереван, ну пляски, песни, все такие счастливые. Так а что с нефтью? Так а что с ценами на все? Так а что с пониманием? А где вообще армянский народ? Ну вот на фоне вот этого мега представления. И Зеленский там, конечно. Он сегодня, кстати, Зеленский с руководителем Бахрейна встретился. Это прям, это замечательно. Ну а чего? Да? Вот встретился. То есть я понимаю просто эту мозаику, и я пытаюсь, ну, нет никому дела до чего-то хорошего. Давайте вот этот шум, который сегодня мы посвятим, попытаемся найти что-то хорошее, а нет ничего хорошего. Ну вот нет в этой войне хорошего. Ну кто скажет, ну там земля очищается. Ну это вообще максимальный там масштаб, да, вот люди гибнут, земля очищается. Ну следующий там же много всяких там, ну, кроме инфо-цыган разных, что переход какой-то случился, и вот люди, которые там живут прошлым, из прошлого, которые не идут в ногу со временем или не соответствуют потокам и энергиям, они, ну, скажем так, отбрасываются землей, да. Ну и вообще очень много людей в мире, и поэтому надо их всех сокращать. Ну и с этой точки зрения, ну, смотрите, война, тут война, там война. Но по большому-то счету, а сколько судеб искалечено, и какие исторические как бы наши бонусы профуканы, ну вот нещадно, просто спущены в унитаз. И вот когда с каждым днем ближе к 9 мая, к такому достаточно важному событию, даже для людей, лично важному, даже для людей, которые не родились или родились там вообще гораздо-гораздо позже этих событий, ты немножко понимаешь, что переоценка истории делает просто с людьми уродливые вещи. Люди становятся черствее, ужаснее, глупее и не учатся на ошибках, да, своих предков, а сами идут в это горнило. Ну вот, пожалуйста, у нас Третья мировая вообще на подходе, и все взаимосвязано. Вот все взаимосвязано. Материал Axios сегодняшний выходит, значит, и говорит, что решение возобновления операции США против Ирана может быть принято уже на этой неделе. Значит, по данным издания, часть американских и израильских чиновников считает, что Трамп может принять решение о возвращении к боевым действиям, если переговоры не удастся, зайдут в тупик с Ираном. Несмотря на это, официально в Вашингтоне заявляют, что перемирие пока остается в силе. Причем интересно, что сегодня, ну это у них там немножко позже, короче, во вторник, 5 мая, Хексит подчеркивал на брифинге, что ситуация контролируется и перемирие продолжается. В то же время американские военные признают, что готовы быстро возобновить боевые действия, если Трамп даст на это приказ. Перед началом операции США пытались снизить риски эскалации. Вашингтон заранее уведомил Иран о намерении сопровождать суда через Ормузский пролив, призвал не вмешиваться. Значит, сегодня ввиду этого председатель Объединенного комитета начальников штабов Кейн, да, после обстрелов Ирана вчерашних по Арабским Эмиратам, сказал, что это ниже порога возобновления масштабных боевых операций. Но ситуация, конечно же, напряженная. То есть у них там есть еще какие-то пороги. То есть Иран ударил по Арабским Эмиратам вчера, показал это, есть в Фуджейре прилеты, но это вот, ну, это ниже. Это ниже. Интересно, если бы ударил по Израилю, это было бы выше? Тем более, вот видите, Арабские Эмираты, партнер, друг, товарищ, выходит из ОПЕК, получает эти удары, все, на самом деле такой клубок интересов переплетается, но США, а где ж вы почему не вписываетесь? Ладно, США, где дроны Зеленского, где эти дроноводы, которые отбивают эти дроны, ну, на Фуджейре ж могли же остаться, подписывали же договоры, наверное, что там дизель собирались поставлять из Арабских Эмиратов, в том числе, из Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов Зеленскому, он же ездил не просто так, все, тишина, как
как нет и не было вот этих украинских дроноводов непосредственно на Ближнем Востоке. Мне очень понравился комментарий чей-то, ну, кто-то с ПВО связан, и он так говорит, смотрите, ну, давайте так, есть запрос у стран залива на вот эти перехваты. Такого рода в боевых условиях перехваты, имеется в виду без там дорогих ПВО, чтобы там ракету за 100 тысяч долларов или там за миллион долларов не тратить на какой-нибудь дрон за 3000 долларов, да. И есть опыт только у двух стран, это Россия и Украина. То есть россияне, у них там есть свой дрон ЛИС, тоже свои, скажем так, разработки. У нас вот эти P1 Sun, ну, типа P-Sun, да, вот эти разработки, перехватчики, плюс еще вообще опыт сбития такого рода. И поэтому мы туда сунулись, украинцы имеется в виду, но если бы не мы, там бы оказались россияне, а мы же не можем этого позволить себе. Хотя, как не можем? Можем, наверное. Вообще вот эти все активности на Ближнем Востоке, они напоминают, вот мне подписчики прислали сегодня, кстати, есть рубрика «Колобок, куда мы катимся», это истории, там есть одну историю, я попрошу обсудить отдельно в комментариях, поэтому пишите туда свои сообщения. Это вот 80-й год, плакат. Ну, просто как бы, идут шаг след в след. «Рискованный заплыв Пентагона в Персидском заливе» называется этот плакат. Вот видите, молниеносная операция, быстрое реагирование, там вот сапог чей-то тонет. Вот человек похож, конечно, на Трампа, но это не Трамп, это, в принципе, собирательный образ, как бы западника, да, американца, который несет смерть на Ближний Восток. И все это там крутится и продолжается. Все дальше, дальше и дальше. О том, что будет что-то на Ближнем Востоке в ближайшее время, нам подсказывают США, официальные США, Госдеп США и посольство в Багдаде призывает граждан США срочно покинуть Ирак, повышает уровень опасности до 4, приказала всем срочно эвакуироваться, потому что ракетные дроновые атаки со стороны Ирана вот-вот на пороге. Плюс американцы перебрасывают авианосец Джордж Буш, значит, туда ближе, пересекает он Аравийское море, пока американские войска блокируют Иран в Оманском заливе, как бы поддерживают эту операцию «Свобода» или проект «Свобода» в Ормунском проливе. Туда, кстати, корейцев затягивают канатами стальными, и корейцы вроде как не против, мы тоже как-то поучаствуем. То есть уже нет таких дураков, которые там отворот-поворот дают Трампу, уже, видимо, что-то финальное готовится, поэтому корейцы официально присоединяются. Южная Корея имеется в виду. Также сообщает Центральное командование Соединенных Штатов Америки, что на сегодняшний день 51 судно ему предписали разворот и возвращение в порт, чтобы предотвратить заход коммерческих судов и, в общем, обеспечивать вот эту блокаду. То есть, в принципе, блокада работает. Иран со своей стороны, устами главы МИД Аббаса Аракчи заявляет, что военное решение кризиса в Ормунском проливе невозможно. События пролива ясно показывают, что политический кризис не может быть решен военным путем, поскольку переговоры продвигаются вперед благодаря доброжелательным усилиям Пакистана. США следует опасаться того, что злоумышленники вновь втянут их в трясину. То же самое касается Эмиратов. Проект «Свобода» — это проект «Тупик», подчеркнул Аракчи. То есть проект «Тупик», но они по нему идут. И параллельным курсом звучат ровно те же самые голоса. Мне кажется, что вот как я привел пример 1980 года, карикатуру советскую, да, Ефимова, точно так же по большому счету, они идут след в след по своим уже старым, ошибочным лекалам. Ну, смотрите, уничтожали военно-политическое руководство, уничтожили. Ну, прям сменили почти состав, почти весь. Вот этот Аракчи, единственный, кто там остался. И Пезешкян, но там другая ветвь власти, президент, но тем не менее. Аятол вроде как убрали, по ксировцам стреляли. А у них раз и взаимозаменяемость. И, собственно, режим-то не победили. Но опять становятся на те же грабли и заявляют, что нужно поддержать повстание. Какие повстания? Уже там 3-й месяц это все. Какие повстанцы? Но Грэм их увидел в лупу.
Нам не нужны американские солдаты на земле. У нас уже есть миллионы людей на земле в Иране. Просто у них нет оружия. Дайте им оружие, чтобы они могли подняться, так же, как когда-то поднялись мы, и уничтожить этот режим. Решение в духе второй поправки, как мне кажется, могло бы серьезно приблизить конец этой войны. Дайте оружие. Он прям призывает с Fox News. И такое ощущение, что так получилось сегодня, да? Они прям с Трампом на эту тему поговорили. Видимо, давно не было аудиенций у Трампа. Трамп, короче, против роздавати оружие іранцям. Ви нещодавно сказали, що якби іранці були озброєні, вони могли б захопити свій. Чи плануєте ви скоро їх озброїти? Ну, я не хочу цього казати, але так, я маю на увазі, люди питають, чому вони не протестують. Вони хочуть протестувати, але у них немає зброї. Отже, може бути 200 тисяч протестуючих і 5-6 хворих зі зброєю. І коли вони починають стріляти їм прямо між очима, і ти бачиш, як один хлопець падає, а інший падає, і у тебе немає зброї, дуже мало людей змогли б стояти і робити це. Я розумію це. Я кажу їм, не робити цього. Не забувайте, минулого місяця вони вбили 42 тисячі людей, 42 тисяч беззбройних протестувальників, і у них не було зброї. Отже, у них було 250 тисяч людей, і були снайпери. У них було 4-5 снайперів у будівлях на горі, і ти стоїш там, і раптом хлопець зліва падає, і хтось... Саме так сталося з жіночими протестами. Рік тому протестували 200 тисяч жінок, і всі думали, що це кінець Ірану. А потім раптом жінка впала мертвою з кулею прямо тут, завжди тут. Смотрите, прям показывает. Но это он зря, на себе вообще-то не показывают. Потім з'явилася ще одна жінка, і тоді інформація почала поширюватися, почалася паніка, потім вони втекли, і, знаєте, я не хочу, щоб це сталося. Нам це не потрібно, знаєш, нам це не потрібно. Але єдина причина, чому вони цього не роблять, вони так хочуть протестувати, але у них немає зброї. Они очень хотят, но у них нет оружия. Но мы против, чтобы они выходили протестовать. То есть идет вот эта раскачка. То есть мы зашли уже на определенную там на новый виток, определенную новую тропинку, а в принципе багаж-то старый в рюкзаке-то. Все тот же заплесневевший бутерброд. А давайте протесты, а пускай Иран свергнет. Они не могут. Они даже не понимают, что вот этими разговорами Грэма, Трампа о том, что давайте вооружать, они просто расписываются в своем бессилии. Военным путем не получается. Хорошо, отбомбите. Все разбомбите в Иране. Ну а дальше что? Что останется от Арабских Эмиратов, например? Там вот сегодня вот первое последствие. Bloomberg пишет о том, что Эмираты частично закрыли воздушное пространство после запуска Ираном ракеты дронов. Ограничения будут действовать неделю примерно. Полеты разрешены только по отдельным маршрутам. И заявляют, что ПВО тогда перехватили 12 баллистических ракет и 3 крылатые ракеты, а также 4 беспилотника. А вчера, кто помнит шум, кто бывал вчера на шуме, значит, помнят, что там 3 ракеты или 4 ракеты, 3 сбили, 1 в море упала и беспилотников. Ну вот смотрите, уже как бы 12 баллистик, еще и 3 крылатые ракеты. И из-за ситуации рейсы в Дубай и соседние Эмираты задерживаются или перенаправляются все туда же, в Оман, который так выигрышнее смотрится, как Беларусь. Помните, когда позакрывали воздушное пространство сообщения между Россией и Украиной? Пытаются анализировать Трампа. Почему он так действует? Потому что, вполне вероятно, им кто-то играет. Такер Карлсон пригласил к себе интересного, такого медийного, достаточно раскрученного военного полковника Уилкинсона, по-моему, так фамилия звучит. Короче, и они с ним обсуждают, так а в чем дело? А дело в том, что бомбежки в том числе происходят, внимание, по части шелкового пути Китая. Сегодня Трамп на своем там очередном брифинге говорит: нет, у нас там такие нормальные отношения, мы не хотим войны, братва, мы не хотим стрелять, мы наблюдаем, то есть вот так вот все как бы, да, у нас напряженные отношения, но нет, мы не... Но шелковый путь-то, получается, бомбили, об этом гость Такера говорит. Я думаю, большинство американцев понимают это как войну Соединенных Штатов в партнерстве с Израилем против Ирана. Но, конечно, в этой драме действует множество других игроков. Возможно, так, как мы не всегда видим. Китай был бы самым крупным и потенциально самым угрожающим игроком для наших интересов. Какова роль Китая в этом конфликте? Это роль, которая, как мне кажется, на данный момент навязана им обстоятельствами. Не то чтобы они не могли с этим справиться. Они, похоже, довольно хорошо адаптируются к этому крайне лихорадочному и неопределенному президентству империи. Но это им навязано, потому что они не думали, что все произойдет именно так. Они не ожидали, что это случится в тот момент, когда это случилось. И, надо сказать, эта война выбора с Ираном и некоторые события, происходящие сейчас в войне, вероятно, их беспокоят. Например, недавно завершенная железная дорога. Их железнодорожная инициатива «5 базовых дорог»
дорог была, вероятно, самым стратегическим проектом, и многие годы она связывает Тихоокеанские порты Китая на всем пути вокруг суши, а затем поднимается через Персидский залив по старому маршруту, который мы использовали для снабжения Советского Союза во время Второй мировой войны, и дальше на Кавказ и за его пределы. Кавказ и дальше. И теперь мы его бомбим. Израиль. И мы бомбим эту железную дорогу. Конечно, железные дороги не так-то просто разбомбить окончательно. Можно сбросить на них все боеприпасы мира, а они выведут туда людей и довольно быстро все починят. Но тем не менее, это показывает, в этой войне выбора есть нечто большее, чем, возможно, понимает даже сам Трамп. Я уверен, что в Пентагоне есть люди, которые понимают, что происходит. Но мир, в общем, практически не знает об этом. Я почему-то не уверен, чем этот седовласый полковник, что в Пентагоне прям есть люди. Получается, здесь вот таким прозрачным намеком, не прямо, но прозрачным намеком говорят, что Трампа просто кто-то использует. Шелковый путь, система ЖД. Ну так а как ты будешь, доводя Иран до, скажем так, истощения большого, каким ты образом будешь поддерживать вот эту инфраструктуру? Плюс ключевое слово — Кавказ. Очень интересная геополитическая история и, конечно, перерезание путей именно Китаю. И Китаю есть за что бороться. Просто надо активнее включаться. Может, не медийно, но активнее. Все говорят, что за спиной Ирана стоит Китай. Но а как же Кавказ? Туда тоже товарищи глобалисты, которые вполне вероятно сумасбродного, вот такого, у которого 7 пятниц на неделе, Трампа используют. Что на Кавказе? А на Кавказе праздник. Вот так вот. И тут вступает Пашинян. Отлично. Шансон французский поют. Представляете, он там Хачатурян сидит за роялем, а тут Макрон с микрофоном. А микрофон так хорошо держит, Макрон. Ну как, профессионально. Он вполне возможно, он говорит, я после того, как меня в 27-м году переизберут, а он не пойдет, говорит, никуда, и, соответственно, в политике не останется, он будет петь с Пашиняном, вот это все. Этот ереванский шабаш, он как раз-таки и является вот этой точкой пересечения, в том числе для того, чтобы и с Китаем тем или иным образом так сомкнуться, да, в каких-то договоренностях и поиметь свое. Они туда ехали за деньгами, за логистикой, они туда ехали за возможностями, они там, в этом, скажем так, Ереване ровно для этого. Кто-то говорит, нет, это там интересы. Нет, естественно, есть, конечно, империалистические мотивы прибрать Армению к рукам, но главный-то момент, смотрите, в ситуации с Ормузом колоссальные убытки у Европы, колоссальные проблемы с энергоресурсами, но маленькая Армения сможет им открыть большой путь куда-нибудь. Ну и турки как бы не против, если там доля малая, они тоже кандидаты в члены. Так все должны быть кандидаты в члены. Это очень удобно. Значит, ты кандидат в члены, но мы тебя не принимаем, как турок лет 30, но даем тебе всякие там как бы кластеры, вот это все очень знакомо. Только кто-то будет отправлять твои товары и, собственно, диверсифицировать те риски, которые заложены по средствам морской торговли, которая за последний год колоссальная проблема приобрела. Причем и по вине того же Запада, который захватывает танкеры, блокирует суда, но эти атаки на российские суда тоже. То есть морская торговля нет. Но тут смотрите, какой коридор интересный есть. И Кабахидзе встречался с Зеленским. Хошь не хошь, надо было в кулуарах 2 словами переброситься. То есть здесь гораздо больший и глобальный план. И вот потрясающе это у Такера прозвучало, что, возможно, они не знают, имеется в виду, Трамп лично об этом не знают, хотя, видите, как полковник у Такера уверен, что в Пентагоне в курсе, и более того, это все разрабатывают. Если, предположим, разрабатывают что-то без Трампа, а Трампа ведут просто по сценарию, но Трамп как бы не актор, то есть он не принимает решения, а он кукла, то это все меняет. Меняет откровенно на другой диапазон. То есть за кулиса, получается, высовывают нос из-за шторки.
И мы можем по этому длинному носу определить, кто есть кто. Вообще, конечно, в такие моменты, когда все очень запутанно приобретает не то что конспирологический, а очень сложный, многослойный уровень геополитических взаимоотношений, надо всегда очень просто подходить к вопросу. Поэтому у подобных заряженных европейских, проевропейских сил, глобалистских сил должны быть очень простые, понятные спикеры. Вот как съездил, по-моему, к Блумбергу, да, вот Кличко на панель. Нормально съездил, нормально все объяснил. Спросили, а что война идет? Кличко. Ну ты ж мэр Киева, объясни, ты ж политик. Он взял и объяснил. Более 4 лет мы защищаем нашу родину. И все в Европе, все в мире должны понимать причину этой бессмысленной войны. Мы, украинцы, хотим быть частью европейской семьи. Мы хотим быть частью демократического мира. Путин сказал, мне это не позволено. Вы всегда были частью Российской империи. И в этом причина этой войны. Мы боремся за наше демократическое будущее. Мы не хотим назад в Советский Союз. Представляете? Не хочет Кличко назад в Советском Союзе быть. Вы понимаете? Уроженец Казахстана не хочет назад в Советский Союз. А Путин просто не пускает Украину в Европу, поэтому все вот это вот и замутил. И надо очень четко, очень просто, понятным. Мы хотим в Европу. То есть война идет за Европу. И сейчас мы защищаемся. Каждый должен понимать, что именно мы сейчас защищаем. Не только нашу родину, наше будущее, наших детей. Мы А что еще? Родина, будущее, дети. Что-то еще защищаем? защищаем и каждого из вас именно так. Каждого из вас, говорит он европейской аудитории. Каждого из вас защищаем. Я думал про Миндича вспомнить. Нет, не вспомнил. Пленки там как раз вышли. Да, какая разница? Мы вас защищаем. Именно поэтому мы здесь, как Киев. Киев — столица Украины. У нас прекрасные отношения с нашими друзьями. Вместе мы во много раз сильнее. Я хочу сказать 1000 раз спасибо вам за город-побратим. Сейчас здесь наши мэры, которые помогают Украине, нашим городам, нашему родному Киеву. Спасибо вам. Передайте им, нам нужна помощь автобусами. Я думаю, генераторы помогают всему выжить. И ваша помощь критически важна для нас. Очень важна. 1000 раз спасибо. Короче, мы вас защищаем. Дайте нам автобусы, генераторы вообще. Ну, он же как, если бы он был президентом, он бы просил миллиарды или там оружие. А у него свои темы. У него там автобусы, генераторы, вот вагоны метро. Поэтому уровень немножко другой. Но вы же поняли, какая модель? Значит, мы хотим в Евросоюз. То есть приехал человек в Евросоюз, говорит, я в Евросоюз хочу. Но меня Путин не пускает. И пошел на меня войной, чтобы я туда не пошел, а мы не хотим в СССР, мы не хотим там под Россию, в империализм, поэтому мы защищаем себя. Но вы нам помогаете, спасибо вам 1000 раз спасибо, подкиньте еще автобусов, пожалуйста. Ну, мы же к вам хотим, а вы хотите? А кто вас спрашивает? Но главное просто, народу просто объяснили. Значит, я приехал, мы защищаем вас, потому что мы к вам хотим. А вот не хотели бы мы к вам, ну, наверное, не защищали. Но мы как? Мы же не просто... Кличко не доигрывает. У Зеленского поменялась немножко концепция. Мы же не жертва, мы боец. Вот Зеленский сегодня публикует. Потужно запуски «Фламинго», которая, видите, это что они делают? Вы думаете, это они там бьют по Чебоксарам сегодня? Нет, не по Чувашии. Это они, эти ракеты, защищают Европу. Значит, 6 штук Минобороны Российской Федерации отчиталось, что ПВО сбили, и было больше 600 дронов сегодня тоже запущено за определенный период. Ну и вечером тоже продолжились определенные обстрелы, поэтому это не точная статистика. Короче, пуски подтвердили. Смотрите, как фламинго летит. А он думает, что фламинго называется? А он, смотрите, у него изгиб, как шея фламинго. Раз, и все, в лучах заката. Мощно. И он говорит, вот мы вот бьем. Все думали, зачем? Он же объявил буквально вот вчера вечером перемирие и публикует вот это, ну, чтобы, типа, как бы принудить к дипломатии. Там основной посыл был такой его поста под вот этими кадрами. Но какой ты дипломатии будешь принуждать, раз ты бьешь ракетами? Причем их сбивают, эти ракеты, да, хотя, говорят, там попадают. Ну, вот, например, последствия в НИИР, «Прогресс» — это такой завод, да, в том числе и на оружейку, на оборонку идет, и рядом гостиница, торговый центр, вот этот вот МТА, да, вот, или как там, МТВ. Короче, в общем, последствия вот этих ударов.
Не только, кстати, ракетами, а еще и дронами. Вот, например, четкий прилет в дом. Вот так вот. И дом был не один. Просто там два момента попали в видео. Вот это беспилотник. Ну, вот так вот. Люди снимают, люди поражаются, да, вот рэбом задавили, в общем, или он там горючка кончилась, или еще что-то произошло, или сбился с курса, расстояние что не шуточное, и вот попадает в дом, стреляют по домам. Это чтоб Европу защитить, если кто не понял. А мы ж так хотим в Европу, поэтому, в общем-то, защищаемся как можем. Причем точно так же, да, по домам, как и Россия почему-то не кричит, почему Украина стреляет по домам. Нет, показывают, все там демонстрируют, но нет каких-то жестких реакций, ну уж очень истерических или каких-то медийных, слезливых, как это делается в Украине. Вот как задача какая. Почему так? Да потому что только один ответ я нахожу на этот вопрос. Получается, при всем том негативе, при всех тех ударах по заводам, по вот, Чувашия, там, Туапсе, Усть-Луга, Приморск били тоже, получается, что в общей рамке Кремль Путина устраивает, как все идет. Потому что умеют считать, умеют как бы вот ставить фишечки куда нужно, ну, грубо говоря, умеют играть в шахматы и видят партию на несколько ходов вперед. Только это вот причина, почему вот нет такой медийной раскрутки и все пропало, а и вот все что-то экстраординарное, вот стреляют домами, в дома попадают. Нет, реакция есть, но имеется в виду вот такой, как с украинской стороны, нет. И получается очень опасная игра. Зеленский, предложив перемирие, ну, тут напомним, то есть, значит, Минобороны России говорит, перемирие предлагаем 8-9. Зеленский выходит, говорит, а я 6-го. Вот с 6-го давайте начинать. Но в Ереване перед этим он сказал, что наши дроны полетят на парад. Минобороны сказали, полетят на парад, снесем центр Киева. А потом такой Зеленский, а вот смотрите, я объявил со своей стороны, вот поддержите мое перемирие. Если поддержите мое, то я поддержу ваше. И получается, что это 6-е, 7-е, не 2 дня, а 4. То есть будет тишина. Буданов уже сегодня сделал заявление, кстати, оно разошлось, я видел на удивление в азербайджанском почему-то источнике, мне попалось, что Буданов заявил, говорит, если вот это вот с 0 часов сегодняшнего дня, ну как завтрашнего, с 0 часов будет перемирие и будет Россия придерживаться, то, которое Зеленский объявил, то тогда, вот тогда продолжится оно, то есть и на 8 и на 9, а там, гляди, может и дальше. Зеленскому с одной стороны, говорят и эксперты у меня, что нужно перемирие, с другой стороны, ему не перемирие нужно. Ему нужно сохранить вот этот образ, нарратив, что Зеленский разрешил парад. Вот я тоже вот ловлю себя на мысли, что тоже вот хочется увидеть какую-то большую игру, где-то какую-то... Все проще. Все проще, все абсолютно вот здесь и сейчас на каких-то таких вот наперстках. Помните, в предвыборной кампании он играл на наперстках, там показывал, когда с Порошенко соревновался. Все проще. Здесь нужно сделать так, чтобы вот эти люди, а их там ну, много заряженных, я думаю, вам тоже попадается, которые выходят и говорят, Зеленский разрешил парад в Москве. Вот надо, чтобы у них выбита почва из-под ног. Потому что там четко сказали, ударите по параду, снесем центр Киева. Все. Этого раньше Россия не делала, я подчеркиваю. Это дает мне, по крайней мере, мне, не знаю, как вам, поделитесь в комментариях, основания полагать, что если полетит что-то, то будут бить по центру Киева. А что, мы предупредили? Предупредили. Там орешник, там ракетный удар. Но видно, что вот вернемся к сути вопроса, почему не отрабатывают вот эти удары с жуткими трагедиями. Я встречаю в средствах массовой информации там буквально, ну, такие очень скупые сообщения. В этих Чебоксарах же, куда прилетело сегодня, там 2 человека погибли. Ну, просто 2 человека. Там сотрудники, проходящие мимо, вот погибли. В домах тоже там, да? Ну, 2 человека погибшие, тоже есть там с десяток раненых. Но совершенно по-другому выглядят украинские, скажем так, новости об обстрелах. И это заставляет задуматься. Россия устраивает то, как идет, потому что они, как там сказал
Путин, мы знаем, чем все закончится. То есть есть уже понимание, чем все закончится. Но вот эти все лишние варианты расшатывания этой ситуации отметаются. То есть где-то есть вот эта черта, где-то вот есть этот звонок, когда этот театр, и все уйдут на антракт или, например, лучше по домам и будут потом выходить и кланяться. Все, собственно, ордена вешать и все закончили. То есть где-то эта точка есть. И я думаю, что ее, эту точку, ну, она уже осязаема. Раз так, несмотря на такие обстрелы, реагируют и так себя ведут даже вот в этих играх с перемирием, например, россияне. Ну а как ведут себя украинцы, это понятно. Это просто какой-то, ну я не знаю, лютый какой-то, скажем так, для меня абсолютно вызывающий непонимание, какой-то угар. Усть-Луга, смотрите, как горит. Приморск, смотрите, вот там Чувашия, все. Так а что в Украине? А покажите, что в Украине. Вот сегодня отчитались об ударе возмездия, они там продолжаются, эти удары. Сьогодні ворог близько 17:00 скинув 3 фугасних авіабомби по центру міста Краматорська. На жаль, По центру Краматорска 3 фугасные бомбы. Это говорит представитель Зеленского, глава облгосадміністрації Філашкін. є загиблі та 5 поранених. На місці зараз працюють підрозділи поліції, підрозділи ДСНС, комунальні служби, медичні служби. Надаємо всім пораненим кваліфіковану медичну допомогу та провіряємо всі житлові будинки на предмет поранених та загиблих людей. То есть, ну, проверяют, есть уже там сообщения о погибших, было 2, там, по-моему, там идет к 4, то есть, ну, обновляются данные, разбирают завалы и так далее. Ужас, что происходит. Это Краматорск. Это вот Краматорск, вот последствия этих ударов. Ну, понятно, женщина в панике рвется туда, потому что там остался, кто не остался, дома или дома. Вот так вот это все и выглядит. Вот сегодняшний обстрел Краматорска, центра города. Загорелись машины, в общем, пожар, прилетело дома, погибшие люди. И самое это интересное, вот они просто показывают на дороге, самое интересное, что, а если бы, скажем так, не было вот этих всех вещей, то есть спокойно бы там, как бы, как это делается? Потихоньку там чуть меньше начали стрелять, объявили перемирие к 9 мая, а потом, может быть, и не вышли бы с перемирия. Ну, все как-то плавнее. Если бы не было вот этого рваного темпа Зеленского, то, может, и не было. Вот не дожили люди, понимаете, до перемирия, объявленного не только Зеленским, ну ладно, Зеленским 6-го, Путиным 8-го. Просто не дожили. Причем непонятно, ты стреляешь по Чебоксарам, но вот официально сегодняшняя как бы новость: сбита ночью прошлой только 1 из 11 баллистических ракет. Из 164 беспилотников 149. 8 ракет и 14 беспилотников на 14 локациях. Это попадание, имеется в виду. А также падение сбитых на 10 локациях. 2 ракеты баллистические не достигли целей. Информация уточняется. Ну или просто нельзя говорить куда. Ну то есть вот такая статистика. И при такой статистике, при условно голом ПВО, ты продолжаешь выпрашивать более массивные обстрелы, и выпрашивать, в принципе, продолжается. Вот сегодня вечером, буквально перед эфиром, Днепр. Там уже 2 погибших было. Попадание, ну, вид как бы так издалека. Тоже, значит, предприятие, пожалуйста. Сегодня в Днепре, вот буквально там пару часов назад. Одесса. Точно так же. Портовую инфраструктуру били россияне, вооруженные силы нанесли новый массированный удар по портовой инфраструктуре. Значит, взрывы были до этого, сейчас опять было сообщение о том, что какой-то там, ну, какая-то смешная страна, имеется в виду там диковинная страна, тоже там попадание было в судно, которое разгружалось, стояло для разгрузки. Ну, непонятно, что там удалось, не удалось. Ну, в общем, не потопили и хорошо. На месте удара пожар масштабный, то есть идет такая вот отработка методичная. Рядышком, относительно рядышком с Одессой, тоже по Черному морю, Черноморск.
Там позавчера поразили терминал Kernel. Утечка более 1100 тонн масла. Резервуары повреждены, оборудование, инфраструктура, разлив масла. Был, причем вот сейчас, на прошлой неделе. То есть масло льется рекой. Тоже и загрязняет, и тоже... Ну, у нас не принято говорить, там, катастрофа. Ну, вот, ну, разлили масло, да, там, ну, рыбка задохнется где-нибудь там в Дунае или там на морском берегу. Ну, попадает, не попадает. Ну, улицы все будут в масле, ничего страшного. Убытки. А кто их считает? Война же. Это поразительно, как во время войны не считают убытки. Точнее, как считают убытки противника, увеличивают нам x2, x10 и свои не считают. 12 погибших сегодня в Запорожье. 12. Ну, такие жуткие кадры. Прилетело по предприятию. Вот есть предприятие, там рядом магазин, парковка. И, в общем, 12 человек сегодня погибли. И там куча, скажем так, раненых и пострадавших. И вот этого всего... Вот ради этого вот все думают, ну, зачем показывать, мол, Украине, украинцам вот эти последствия? Ну, во-первых, чтобы злость держать, такую злость. А во-вторых, видите, как филигранно получается. Украинец не связывает вот эти удары, обстрелы дальнобоем, несущие исключительно экономический эффект, да, мало военный. Ну, сейчас по последнее время били вот по военным заводам. Ну, опять-таки, сложно здесь говорить, насколько там успешны эти удары именно для производства, именно для поставок, но тем не менее. То есть, а почему? И вот видите, не связывают вот эти удары с вот этими ударами. Причем интересно, что вот запускали же, был период, запускали 500 дронов. Но погибает 3-4 человека в Украине. Вот после 5. А тут, видите, как они так и пишут, у них каждый удар сейчас у россиян удар возмездия. А тут уже и ракеты, и кабы, и вот в Днепре погибшие, в Запорожье погибшие, взрыв в Сумах был буквально во время нашего эфира. То есть все это продолжается. Продолжается, и, в общем-то, вот этот размен нужно останавливать. И тут возникает вопрос, кому останавливать? Ну вот кому? Ну, то есть Зеленский ведет себя так, что это он на коне, он предлагает перемирие. Хотя Украине оно нужнее, это перемирие, безусловно. Украина 5-й год в войне, Украине нужнее пауза, и вместо того, чтобы выйти на переговоры, сказать, давайте вот вы 2 предлагаете, давайте 4, ну, эксперимент, 4. Да, вот раз договорились, все, вышли на 4. Нет, он говорит, ваше перемирие не подходит, я свое объявлю, если мое будете соблюдать, то так и быть, я и ваше буду соблюдать. То есть я разрешу вам провести парад. А в это время, пока нет вот этого всего, гибнет передний край. Полиция опубликовала видео, украинская полиция, эвакуации из Константиновки. Ужас, что там происходит. Ужас просто и кошмар. У вас що болить? Вот эта грудина болит, аж на почку отдает, я не могу шевелиться. Не дивіться. То есть женщина раненая женщина после этих всех ужасов этого, который происходит. Но обязательно почему-то вот патрульная полиция, там у них там как-то батальон называется, надо вот эту мертвую голову, черепушку прикрепить в свое официальное видео. Но смотрите, как спасают же людей. Зараз. Ай, вы не бросите меня, вы будете? Прикладіть легесенько. Зараз прибинтуємо. Ай, Все, не тримайте більше. ай, как мне больно, ай, бабушка. А вы не уйдете, а? А, там є ще поранені, яким так само треба надавати допомогу. Розумієте? Чекайте, ще около. Вам стане легше. Потрібно кастелі? Кастелі потрібно? Костыли по-украински это вообще-то мылоти. Костыли, мылоти. Но видите, вот это они снимают, видимо, GoPro-шка, вот они оказывают помощь, кого-то там увозят. Мне поразил в этом видео, ну, не только вот этот череп, который они прикрепили, это типа как вот полиция патрульная, им же нужно всяческим образом сейчас отбеливаться. Они же пошли по пути вот такого лютого, просто лютейшего антикриза, как они там, чуть кто там достал, как секретная служба Трампа, как достал кто оружие, они сразу по нему стреляют, или там как увидели подозрительного человека. Опять стрельба там вчера была у Трампа вечером по нашему часовому поясу. Ну и тут так полиция сейчас, вот они сразу спилили этот ролик,
коллег о том, как они, вот видите, помогают. Но меня бодрый голос, конечно, вот этот, ну не то, что насторожило, как-то так вот, я его не понимаю. Абсолютно бездушный, обезличенный, никому, ну, в общем, безразличный голос. І вот это, конечно, голова з черепом. Вам буде легше, можливо, йти з ними. Як ти тримаєшся? Тримай ззаді, направо, тримай ззаді, направо. Ну, то есть, понятно, турникеты. Поэтому тебе Давай, давай, давай. Час, запам'ятай час. Час. Зато у меня Давай. нога чувствуется, там можно ее спасти еще. Я ее ощущаю. Є. Тягни, просто тягни. Так, давай. Ну и понятно, хижак. Хижак называется. Ну, типа, хищник, хижак. Вот это война. Вот это война и мирная. Вот это, ну, понятно, там, ногу можно спасти, я ее чувствую. Как понятно, что никто не хочет без ноги быть, но тем не менее. Хотя вот чего не хочет. Ну, там, дальше, может, покажу, если будет время. Там нормально говорят, вот, показывают, смотрите, протезы тут дорогие. Ну, вопрос, что мирному из Константиновки вряд ли кто-то этот протез поставит. Безусловно, но вот так вот спасается. Это грязь, ужас, пот, кровь, это страдания абсолютно беззащитных людей, женщин, стариков, людей, которые попали вот в эту ситуацию. Это нищета тотальная, это кошмар. И вот этому всему нужно положить конец, а не, ну, скажем так, перетягивать канаты, меряться потужностью. Вот кто вот после просмотра этого видео скажет, что о, потужно. Не, ну может какие-то специфические люди, вот смотрите, как он грамотно все там и поговорил с ней, и уколол, и тут раз, ну там сделали эту нарезку, это антикризовская нарезка, чтобы уважали чуть-чуть полицию. А что у нас? Ну типа, я защитник, я на фронте, значит меня надо уважать. Логика очень линейная, поэтому хоть как-то перебьют вот этот скандал с Голосеевским стрелком, и соответственно, что мы вот заботимся и на передовой. Видите, полиция есть и на передовой тоже, они не отсиживаются в тылу. Ну, вот так вот они себя ведут, понимаете? Ну, о полиции поговорим еще на передовой и в тылу. Меня интересует другой момент. То есть этот пот, грязь, ужас и кошмар, это вот эти люди, вот эти, которых показали в этом ролике, это этих людей Зеленский, ну, защищает. Говорит, мы не отдадим Донбасс, там же наши люди. Посмотрите, в каких они условиях, посмотрите, что вообще происходит вокруг них. Посмотрите, в принципе, на этих людей, хотя там лиц не видно, замылены, но тем не менее. То есть, и вот, и все говорят, нет, мы не отдадим Донбасс. Ну, не отдавайте. Чтобы что? Чтобы там никого не было. Но он говорит, там есть наши люди, мы их не отдадим. А тем временем молчание по поводу пленок, которые сейчас порционно, по чуть-чуть, да, выкидывают. О нем же, о Зеленском. О вот этой оборотной стороне войны. То есть война — это не горящие Чебоксары где-нибудь. Война — это не там, о, Палая, Крымский мост собьем. Это мы вчера разбирали, вот эти все сказки. Это не Зеленский разрешил парад. Нет, война — это вот это. Ужас, пот, грязь, кровь. И вот это надо останавливать, а не продолжать. А вот этим, что на передке, этим жертвуют. Это вот другая сторона. Но если подойти с третьей стороны, то есть обойти еще и немножко снизу посмотреть, то мы видим коррупцію тотальную. Це все функціонувало лише виключно за рахунок того, що були органами влади прийняті відповідні рішення через те, що зараз повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Більше того, я в цих плівках, розшифровках бачу, що ці хлопці, коли мова йде про перемовини, про зупинку вторгнення, вони переживають, щоб, не дай Боже, ви що? Це ж відміниться оце рішення. Це ж отут не буде бюджетику. Це ж, розумієте? Да, понимаем. Война — это экономика, звучало на этих пленках. Война — это экономика. Абсолютно, ну, никак не получится прикрутить, привертеть вот к этому сливу, как это было год назад, да, помните, картонный Майдан, руку Кремля. Ну, какой-нибудь Магомед Расулов где-нибудь там с какими-то там дагестанцами, в общем, там
поставками. Нет, этого уже не будет. Здесь все четко видят. И поэтому они молчат, все спрашивают, а что они молчат? Ну, вот эти всякие там, ну, там разные позитивные блогеры. Зеленский сам почему вышел и прокомментировал. Он же говорил, что я не знаю, там не знаком близко с Миндичем. Да ладно! Почему молчат? А им нечего сказать. Все четко понимают, пока война, это их бабки. Вот эта женщина, которая спрашивает у воячка с гоупрошкой на шлеме, а вы меня не бросите, а вы мне... Бросит! Бросит! Он тебя бросит. Там другим нужна помощь. Мы сейчас там окажем помощь. Получится в Константиновке, загрузим и уберем. А в это время деньги тырятся. Нельзя заподозрить. Есть такой военный, он и блогер, и военный, Мыкытабак. Есть такой полковник Купол. Да? То есть, и вот они поговорили на пару. Тоже по этому поводу, кстати. Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам. Це поширюється на вашу команду? Поширюється. Нет, это немножко другая история. Вот Мыкытабак и Купол. Моя думка на рахунок плівок Міндіча – це взагалі ганьба ганьбіще. Ну як таке може бути в воюючій країні? Зрозумійте, це ж людське життя. Це люди на фронті недоотримали БПЛА, недоотримали РЕБів, ну і так далі. Не дотримали техніки, не дотримали боєприпасів. Як взагалі можна красти, коли в тебе в країні іде війна повномасштабна за виживання націй? Ну навіть Как можно? Ну вот смотрите, это же... Почему им нечего сказать? Потому что они накрутили пропаганду на максимум, что сейчас придут русские, всех убьют, всех там, это самое, нас захватят, нас уничтожат, мы защищаем жизнь, мы защищаем себя, а в это время тырят бабки. Оно просто вообще не бьется. не назвеш це якоюсь воровською малиною, тому що у воров є якісь ще поняття. Тут же ж просто немає ніяких понятій. От які можуть бути поняття у людей, які на крові, країна, вибачте мене, істікає кров'ю, а у них 10% на всьому. І в цих плівках звучить така фраза, що нам не вигідно. Головне, щоб продовжилась війна, щоб далі заходили кошти, і ми далі крали ці кошти. Чи не вважаєте ви, що в принципі оця вся історія про те, що зараз вийшов президент і сказав там про те, що ми там терміни служби введемо, там грошове забезпечення і так далі, що це такий просто медійний фон для того, щоб перебити оцю історію з плівками Міндіча? Цілком ймовірно, що так воно в більшості своїй так і є. Да, ну вполне себе. И все как бы приходят к этому умозаключению. Все приходят потихоньку к этому умозаключению. Потому что все не понимают, а почему 400 тысяч? Ну, там 200 на передовой, тут от 250 до 400. Почему вот такие суммы? Что, в чем дело? Откуда деньги, откуда такие зарплаты? То есть было 120, а сейчас стало прям 400 тысяч. Они гребут каждый день, как не в себя. А с чего они будут платить? Ну, то есть... А вообще уровень понимания цен есть? У них нет уровня понимания цен. У них все бесплатно. У них все бесплатно. Ну и вот это вот сакраментальная тоже нарезочка. Вот так, это мы выбирали? Нет. А что нам обещал Зеленский? Если я что-нибудь нарушу, или мои люди что-нибудь нарушат, близкие мне люди, я уйду. Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам. Це поширюється на вашу команду? Поширюється. Є різні порушення. Якщо це дійсно кримінал, якщо люди будуть підводити імідж... Ну, тут вспоминают и яйца по 17 с Резниковым. Если люди будут подводить имидж... в цілому країни і нашої влади, то так, це поширюється. Коли я прийшов, я думав, на другий день ми будемо всіх саджати. Всіх корупціонерів. Всех посадил. Ну, вот коррупционный скандал в команде Зеленского. Новые подробности. Пожалуйста. Президент не має права впливати на правоохоронні органи. Я. Окей. Ми збираємо наради з правоохоронців, де я, не впливаючи, їх запитую. Я, не влияя, у них спрашиваю. Ну, когда же? Де результат? Нет, он не влияя, спрашивает у Миндича через WhatsApp, с кем можно встретиться, с кем нет. Он не влияет, он просто вот с этим встречайся, с этим... А они там рулят государством, они рулят. Они там рулят, а он что? А он нет. Он не влияет на правоохранительные органы, конечно, нет. Пішло очищення, пішло потрішечки працювати. Зараз контрольний чекпоінт 1 листопада. Вони повинні декілька гучних справ, коло яких ми обговорили на нараді, вони повинні
показати результат. Результат на лицо. Мы все посмотрели. Может, проблема как-то из детства тянется? Вот папка говорит, один раз всего в жизни бил Зеленского. Я его немножко избил. Это был один раз в жизни. Немножко избил. Один раз в жизни. И чуть-чуть, один раз в жизни. Но через 3-4 дня решил все задачи. Я до сих пор жалею, что я сделал. Я считаю его талантливым человеком. Я горжусь Вовой. Конечно, гордится Вовой папа. Таким сыном все бы гордились. Все абсолютно. Один раз его избил, и сразу, смотрите, через 3-4 дня решил... Может, его побить надо? Вот просто побили его, он все порешил, все по войну закончил, и все хорошо. Понимаете? И тогда бы все гордились бы тоже им. Может, это вот оттуда оно тянется, из вот этого криворожского детства? Может быть, вот так решить вопрос? Не такое, но все же прошлое. Купались в Одессе в море. Ели шаурму на заправке. Шептал он ему на ухо. Прям не слазил с этого уха. Пели там холодно-холодно в Париже в 19 году, когда, казалось, с Путиным была встреча, там, Меркель, все, вот можно было решить по Донбассу, и все. Богдан попал под санкции. И говорит, я догадываюсь, почему. Прям відеообращення записав сьогодні. Доброго дня, шановні українці і українки. Моє швидке розслідування обставин винесення щодо мене санкцій показало, що санкції винесені щодо мене за розповсюдження серед журналістики плівок Міндіча. Складна конструкція щодо опублікування корупційних розмов посадовців захована за юридичною фразою за системну дискредитацію вищого керівництва держави. То есть системная дискредитация высшего руководства государства. То есть за то, что он системно дискредитировал высшее руководство государства, на него введены санкции. Ну, то есть запомним эту формулировку. Тобто просто за критику влади, за правду, яку опублікували ті самі журналісти, які постійно і системно критикували мене. Незважаючи на загальний ідіотизм такого твердження, задумайтесь. Вперше в історії світовій санкції, покарання нанесено не за корупцію, а за боротьбу з корупцією, за протидію корупції. З юридичної точки зору я отримав санкції по справі плівок Міндіча. Тобто я є той самий Андрій, який там записаний. Хоча я звільнився, написав заяву про звільнення у лютому 2020 року. Этот Андрей, другой Андрей. То есть вы понимаете, сейчас понеслась среди блогерской там всякой тусовки, это не тот Андрей, это а Вова какой? Да Путин, наверное. Вот Вова Путин, а Андрей Богдан. Понимаете? То есть из-за пленок он сливал информацию. Это он все виноват. То есть дошло до какого-то маразма. Они путают следы. Причем делают это очень неаккуратно. И все видят, как неаккуратно. Все прекрасно понимают, какой Андрей, какой Вова. Но они сейчас выкручивают каким-то хитрым образом для того, чтобы, ну, как бы и показать содействие НАБУ. Они же, видите, как год уже после картонных этих всех протестов, они говорят, что мы помогаем НАБУ. Это паника. Это паника. Андрей, придумали Андрей, это Богдан. Хотя он напрямую не говорит, что он связан с пленками НАБУ. Они сказали, вот упомянули меня вот эти черти израильские, ну, потому что они граждане Израиля. Все, нет у них теперь гражданства. Вот эти черти упомянули меня Андрей, это оказался я, Андрей. Привет, Андрей, как говорится. Оскільки іншого шляху, крім того, як боротися з цією несправедливістю, у мене не залишилось, я починаю своє незалежне адвокатське розслідування обставин вчинення кримінального злочину, винесення застосування санкцій щодо Андрія Богдана. І обіцяю всі посадові особи, які мали відношення до вчинення цього злочину, чи певним чином протидіяли встановленню правди, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Ну, грозит. Он же адвокат все-таки. Это адвокат Коломойского, это не просто там бывший руководитель, это тоже это адвокат. Но там проблема. И, кстати, многие в комментариях писали, что ага, так Ермак же тоже адвокат. И вот адвокат дьявола, понимаете? Так вот, адвокат
Ермак сейчас активно пиарится, что он на фронте там что-то помог какой-то бригаде или там какому-то подразделению, он там побывал на фронте, еще что-то. Но у него на самом деле есть очень четкая стратегия. Вот он создал эту комиссию при ассоциации адвокатов. Он хочет возглавить эту ассоциацию адвокатов, а потом заползти в комиссию, как это, право честности, ну, в общем, по отбору, да, то есть отбор судей на себя взять. Короче, очень хлебное и классное место. Руководить, короче, зайти туда в доброчестность в эту, в комиссию, и все. И он просто, он и в шоколаде, он и не выпячивается, но он все конкретно рулит. А Богдан, ему может в этом помешать. Ну, он же тоже адвокат. Поэтому это конкретный удар и привет от Ермака, ну, тут которого нет с Зеленским рядом, который не захаживает к нему после работы в их поместье. Конечно, нет. А вы что подумали? Юридически не бьется ничего в Украине. Нардепу Дубинскому сегодня сообщили об еще одном обвинении. В госизмене, на секундочку. По версии следствия, даже находясь в СИЗО, он продолжил антиукраинскую пропаганду через Telegram, Facebook и YouTube, а материалы инструкции он передавал через адвокатов и публиковал их, связанное с ним, ну, там, человек, связанный с ним за рубежом. То есть подыгрывал врагу. Госизмена, Дубинская. Как я я в СИЗО сижу? Нет, все, госизмена. Причем это сговор, умышленная группа лиц. Если мы вообще вдумаемся, кто нами руководит, мы прозреем, товарищи. Но это правда. То есть, когда тучи сошлись над Firepoint, сейчас дискуссия такая, там, говорят, ну это просто они продавцы воздуха, они нет, надо запустить ракеты, смотрите, ракеты летят, фламинги, там ФП какой-то там 9, фламинги, пеликаны, там как это еще называть, понимаете? То есть вот они есть, и Зеленский лично их пиарит, ему их продавать, ему надо предприятие продать, об этом в пленках есть. Он там завязан шкурным своим интересом. Почему? По очень понятному, скажем так, по очень понятным причинам. Значит, этот человек, основатель украинской компании, производитель беспилотников First Contact, ну типа первый контакт, Валерий Боровик. Значит, государство, он утверждает, запретило даже вести переговоры о продаже оружия украинского производства за границу для дополнительного, ну, без дополнительного разрешения, хотя Зеленский заявлял, что экспорт открыл. Лидерам рынка запретили даже разговаривать, не то что рекламировать свою продукцию потенциальным покупателям без разрешения государства. Это неправильно, если президент заявил, говорит Боровик, что открываем экспорт, он должен быть открыт на следующий день. Будь политическая воля от президента, это было бы сделано в течение месяца, говорит Боровик. То есть они своих производителей пропихивают, своих. Им и перемирие нужно, чтобы немножко перетоптаться. Это не армии, на армию ту плевать, на тыл этот плевать. Им нужно немножко, вот понимаете, вот им нужно зайти немножко там. И почему ему нужно длинное перемирие? Ну, потому что он же тогда будет несокрушимый, непобежденный. Он же разрешил парад на Красной площади. Поэтому под этим... Это все поводы, это, ну как, это слоганы на бигбордах или там на вот этих выставках оружейных. И приедут люди и скажут, о, ничего себе, это кто? Это Зеленский. Что-то как-то появилась торговая марка, зарегистрированная именем Зеленский внезапно. Об этом как бы тоже начали говорить. Так у нас будет оружейный барон после войны. То есть, если ничего не получится, например, он раз и как бы, и вот корпорация у него, смотрите, контакты, контракты, деньги отмыли, все хорошо. Вот зачем это все делается. Вот зачем. А нам он делает вот такие вот глаза, вот как, видели папу, да, вот только что показывал, вот это ж вилітий син. Зупинити ракетні і дронові удари по українським містам, громадам після за один день до парада, зупинити, наприклад, і сказати, давайте сісфар на одну добу. А потім несерйозно. І потім дати можливість якихось свят, ну у нас свят немає. Ну, у нас нет праздников. Ну, а что мы должны? У нас нет праздников. И так президент Зеленский сказал, не будет перемирия 9 мая.
будет 6-го. Просимо вибачення через Росію, через їх атаки. Тобто дати їм свято, а на ранок після 9-го вони знов будуть вбивати нас. Ну, тому ми будемо дивитись, як все пройде. Как все пройдет? Уже имея определенный план, с блеском в определенном в глазах. Интересно, что Трамп тоже реагирует на него. О, говорит, это хитрый парень. Да, они там лучшие в Европе, совсем справляются, был недавно комментарий. Отличный комментарий Трампа. Но он просто... Трампа проблема в том, что он не смотрит штатного подпевалу и, скажем так, лизателя Зеленского Петрова. Для когось ще не зрозуміло, що Зеленський раком Трампа поставив на очах всього. А раком? Может, близнецами? Вот я рыбы по гороскопу. Может, он рыбами поставил? Нет, говорит, раком. Раком Трампа поставил Зеленский. Вы поняли вообще? Того світу. Поставив раком Трампа. Будує нову систему безпеки. Оце все, ми не бачимо цього всього. Він поганий. Очевидно, що Зеленський дуже не подобається зараз американцям. Ну, про їх, значить, росіян я мовчу. І зараз, звісно, вони будуть робити все можливе для того, щоб зірвати все, до чого ми йдемо. У американців останній шанс. Последний шанс. Сорвать все, к чему мы идем. Последний шанс у американцев, у россиян. Последний взгляд на Севастополь. Было такое выражение. Очень его люблю. С сегодняшнего дня по 8 мая, что интересно, по 8 мая официально Россия закрывает воздушное пространство над полигоном Капустин-Яр в Астраханской области. Ежедневно с 9 утра до 19 полный запрет на полеты может указывать, понятно, на испытания баллистических ракет или пуски. Вот нечто подобное выпускали, когда применяли Орешник по Днепру. Вот этот НАТАМ, это, конечно, не норма, что обязательно будут стрелять, но это прям очень высокая вероятность, что до 8 мая вполне могут что-то и применить, так, для сговорчивости. А тут вот УНИАН, украинское агентство, взяли, вот видите, какой там смайлик матюкливый, поставили на своем публикации, что ГУР, это ведомство Буданова, да, оценило запасы и производство ракет до 100 кинжалов и до 10 орешников. Значит, разведка говорит, что на середину апреля Россия имела крупные запасы ракет, включая до 400 калибров, 200 Искандеров М, 230 Цирконов и там 120 Х-101. По информации ГУР, каждый месяц Россия способна производить до 70 ракет Х-101, 60 Искандеров в месяц, 25 калибров и 10 кинжалов. Вот нормально. Россия наращивает мощности ВПК и пытается ускорить производство ракет. Явно ведь не к перемирию пытаются ускорить. Явно не к перемирию. Считающийся генералом, он умотал за бугор, там с поляками, так сказать, заниматься рекрутингом и, в общем, скажем так, набором добровольцев. Сейчас же тоже большая проблема. Хотят добровольцев забирать, понимаете? Кривонос, есть такой генерал, считающийся пропорошенковский, говорит, слушайте, да вообще зачем эту тему поднимать про удары по параду? У нас тут война на передовой, так давай, вот смотрите, сейчас очень часто стала такая тенденция, для меня тоже, кстати, была загадка, я там задавал вопросы постоянно, вот, а что это они вот дронами этими, шахедами, геранями вот это бьют? Так по фронту ж можно бить ими же. И запускать, и они долетают, и тоже урон, и тоже... Говорит, да нет, ты не понимаешь. Вот в последнее время начинается такая движуха, когда бьют по фронту вот этими дронами. Все чаще и чаще. Они говорят, да нет там свои дроны. И этими тоже бьют. То есть это означает, что что-то меняется, или готовят там моменты или направления прорывов, или каких-то еще вещей. Так вот и Кривонос говорит, а что мы бьем вот это черти по параду, смысл? Давайте ударим по заводам, давайте по фронту, давайте, но не по параду. Это генерал говорить, так, на секундочку. Якщо прорахувати ту кількість ракет, які ми хочемо запустити по Червоній площі,
то тими самими ресурсами ми зможемо достатньо успішно уразити величезну кількість підприємств на території Російської Федерації, які виробляють зброю, постачаючи до російської армії, і ця російська армія цією зброєю знищує наших вояків на передньому краї. Давайте виберемо. Життя навіть одного українського військового значно важливіше, ніж нанесення величезної кількості ракетних ударів заради інформаційного іміджу по Червоній площі. Да, это ради информационного имиджа. Это ради того, что, смотрите, вот вы с нами воюете, а мы вам даже парад не дадим провести. Это все тупо пиар. Це раз. Друге, якщо прорахувати, що в єдиному залпі Росія спроможна навколо Москви знищити до 1000 цілей, значить нам умовно треба запустити мінімум 1001 ціль, щоб хоча б одна ціль долетіла, і то умовно. Ви ж розумієте. Тепер давайте прорахуємо. А на ті 1000 ракет, які ми можемо запустити і дронів по Москві, по іншим підприємствам, це ж буде значно корисніше. І не 1000 українських матусь і дружин дочекаються свого чоловіка з війни. Це значно корисніше. Я вже не кажу, що ми тоді значно ближче наближимо нашу спроможність до нашої перемоги. Ну, наша перемога — это вообще, конечно, умозрительное такое понятие, но тем не менее. Но по-военному он как бы прав. Смысл бить по параду, если у вас есть такие возможности. А может по-другому? Может вам на это дадут вот эти британские под франшизой Фламиндичи? Ну, для того, чтобы Путина там побольнее укусить, сорвать, для того, чтобы условно запустить, что-то прилетело или долетело, или хотя бы в сторону полетело в Москве в День Победы, Минобороны России исполнила обещание, перелопатили центр города Киева, а потом ходите сокрушаться, смотрите, какие варвары, звери, с кем мы воюем. Ведь тут же никто причинно-следственной связи уже не держит, вы видите? Все спрашивают, а что Минобороны России начали постоянно говорить, удар возмездия, удар возмездия. Возмездие — это что-то страшное, что-то одно большое и такое все. А там каждый день возмездие. Да потому что они хоть как-то пытаются эти канатики привязать. А на самом деле они, как вы видите, не привязываются. Ну вот сейчас вот смотрите, звери ударили по предприятиям. По предприятиям в Запорожье ударили. Краматорск средь бела дня. Ну так а там тоже предприятие. То есть вот там погибло там 2 человека, а тут 12. Ну так кто чем бил, понимаете? То есть тут абсолютный маразм. А может, это план такой, чтобы этот маразм и был, чтобы вот так это все и освещалось, чтобы вот так это все и подавалось, что вот так вот это все британцы и соорудили с их школами, с их подачей информации, с их пропагандистской работой ровно для этого. Ведь по большому-то счету, ну давайте посчитаем урон. Давайте. Он несопоставим. Российский урон от украинских ударов и украинский урон. Давайте просто посчитаем. Возьмем там в долларах, можем посчитать в баллах каких-то. Баллах можем посчитать. То есть бить по параду бессмысленно. Но зато с каким таким остервенением пишут разные персонажи и паблики, что секретно ночью, ну это прошлой, провели репетицию к параду. Да, репетиция к параду. Представляете, Красная площадь. А как парад без репетиции? Сухопутной компоненты не будет, но попаршировать нужно, сориентироваться на местности. Оркестр, все как положено. Нет, видите, маршируют, все в порядке. Мне так понравилось, что вот это вот, когда они бегут, это типа, о, смотрите, от дронов убегают, от дронов, ха-ха-ха. Нет, у них там график, это четкая размеренная штука, им нужно переместиться быстро с одной точки в другую, точка выхода, точка входа, чтобы там успеть пройти еще раз, потому что есть определенное там время, временной лаг. И это дронов боятся. Ну так вот, побежали, видите. Русские бегут. Чего только не начитаешься. И это вот Зеленский разрешил парад. А еще, это Зеленский сегодня писал тоже, там, видимо, в Москве не доходит до них, потому что у них отключен интернет. Да, отключен интернет в Москве был сегодня. Тестировали полное отсутствие интернета и мобильной связи. Вот женщину напугали. Товарищи, жим-жим.
Утром просыпаюсь, а у меня пустой телефон. Ни одного СМС, ни одного везде сообщения. Обычно просыпаешься и лежишь, разгребаешь полчаса, кто тебе что понакидал, где какие новости и так далее. А сегодня 0. То есть Москва отключена. Получается, от слова совсем. Наверное, то, что и требовалось, да? Вернее, то, чего и боялись, нас полностью изолируют от всего мира, наверное. От всего мира изолируют, представляете? Перепугалась москвичка. Но больше тревожит то, что такое ощущение, а вдруг что-то где-то происходит, а я нифига не знаю, а вдруг там уже... Что? 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 И нет Москвы. Москва сгорела, да? Как Ленинград пел Шнур. А тут нет Москвы. А ты где? В Москве. Так нет Москвы. А телефон не работает. То есть доходят до вот таких каких-то абсолютно... Ну, понятно, что это паничка, ты пугаешься, когда ты постоянно с телефоном на связи, там, смски, интернет, там, какие-то сообщения, видосики, мемчики, голосовые и так далее. Но, смотрите, тут же тоже очень интересно. Это настолько мы зависимы стали, представляете? Настолько зависимы, что невозможно без этого уже жить. Более того, как сегодня там сообщают, и, в общем, завирусился определенный тренд, хотя пользователи или участники, да, вот правильно сказать, участники закрытого клуба зрителей Шелеста, да, QR-коды вы видите, там, QR-код, возможность задонатить, спасибо большое, там, видел во время эфира, кто-то задонатил, это как бы на экран вывести свое сообщение, и вот выше клуб зрителей, это с Телеграма, закрытое сообщество, тоже как бы и поддержка, и компания такая по интересам, обсуждаются эфиры, ну, скажем так, не так, в общем, камерно, не так публично, как в основном телеграм-канале, там заметили, говорят, так это какой-то ИПСО. Ну, или как ЦИПСО они называют. Да? ИПСО, ЦИПСО. Беларусь на майские праздники стала прям Меккой для всякого рода зумеров и людей, которые уже достали все ограничения по интернету и другим вещам. Сколько стоит поездка в Минск на 2 дня в 2026 году? Я из Брянска, аэропорт у нас закрыт, поэтому дорога была на поезде 10 часов, билеты обошлись в 8250 рублей туда-обратно. Жилье на 3 ночи обошлось в 11500 рублей, я ездила с подружками, поэтому делим на троих, итого 3800 рублей. Из шопинга я потратилась только на Зару Хом, купила такие тарелки, еще такие и кухонные полотенца. Обошлось это в 4500 рублей. Остальные траты были на еду, кофе, такси и прочие мелочи, и на это ушло около 14 тысяч. Итого за 2,5 дня вышло около 30 тысяч рублей. Подробнее про наше мини-путешествие в Минск смотри в актуальных. Ну, то есть делится в своих историсах, в запрещенной, кстати, соцсети, да. Оформляют разного рода карточки, вот вы видите, приходят белорусские банки для того, чтобы иметь возможность заплатить за те сервисы, которые недоступны теперь, ну, там, как, чтобы в России, как надо, чтобы заплатить за VPN, нужно подключить VPN, в общем, вот такая вот чехарда. Или там менять VPN каждый раз, или вот эти серверы, как там прокси-серверы и так далее. То есть вот таким образом. А плюс еще там и казино работает, и алкоголь 24/7. Ну, если алкоголь в стране 24/7, ну так нормально, чего? Хорошее место для того, чтобы там отдохнуть. И вот на майские многие, видите, устремились туда. На самом деле, как утверждает статистика, не было особого прироста на майские праздники. Вот за этим самым в Беларусь, ну, имеется в виду поездок, ну, не было. Все в стандартных режимах. Понятно, что если есть какие-то выходные дни, то, наверное, белорусы, которые там в России работают, там, приезжают назад домой, кто-то там гости, родственники и так далее. Это было. Но давайте тоже честно. Это же так классно показать. Смотрите, Россия загибается. И вот выныривают, глотнут воздуха в Беларуси и назад в свое болото. Вот так это все работает. И запустили этот тренд. Да, хотя нет ничего на самом деле предосудительного, что россияне научились, например, обходить вот эти запреты, там, в том числе используя там карточки других банков, или хотя бы просто приедут в Минск,
поедят драников и расскажут своим соотечественникам, россиянам, сколько это стоит. Это же тоже прекрасно. Да, там нет таких ограничений, как в России, но это выворачивают именно по этому поводу. Но вот как-то, видите, не выворачивают ничего по поводу ТЦК в Украине. Там запреты на интернеты, а в Украине ТЦК. Он вообще сегодня интереснейшая история была. Мужик в Виннице на крышу залез, сиганул, перепрыгнул, за ним ТЦКшники там внизу охотятся. Даже девушка одна стрім включила. Давай, ТЦК чекає. Ну того люди тут знімаються все на відео. Він захотів, щоб визвали звичайну поліцію. Вони, я так розумію, що це військова поліція, правильно? Ну, не совсем, это обычно. Вони не визвали йому поліцію, він заліз на кришу. Бо вони хотіли його забрати, а він навчився пригати хорошо. Да, доброволець. З іншого боку переїхала. Боже, аби не впади, господи. Це місто Вінниця. Боже, куди ж ти лізеш? Не падай тільки. Ну, не що думаєш, я не обійду чи що? Надо було людину не заганяти на кришу. Боже, не лізь. Сиди на тій криші, сиди. Ну и общаются по бронированию. То есть бронирование, нет бронировали. Верхолаз, наверное. Критическая инфраструктура. Ну, это такой смешной эпизод. Смешной. Вообще смешного мало. Вот, пожалуйста. Почаевская лавра на территории Украины. Киевскую, понятно, что с ней сделали. Вот есть Почаевская лавра. Иеродиакона УПЦ похитили. ТЦКшники бузифицировали, увезли в неизвестном направлении, судьба его неизвестна. Судя по всему, найдется где-нибудь в учебной части. Ну, иеродиакон не будет же так по крышам или по куполам прыгать Почаевской лавры. Или вот, удался, ну, хлопец, да, то есть уродился в селе Ровенской области. Село называется Чудель. И парня, в общем-то, не признали, да. А он ехал с другом на мотоцикле, их остановили ТЦКшники, друг убежал, этот, видимо, не смог, тяжело было убежать. И они металлической палкой его избили. Избили парня. Он в больнице, закрытая черепно-мозговая травма, то есть по голове дали. Многочисленные ушибы. Все бы ничего. Парню 17 лет. 18 еще нет. Ну, просто здоровенький, упитанненький. И вот решили, так сказать, его родину. Ну, или наоборот, там, прийти можно по внешнему виду понять, что похарчеваться можно ТЦКшникам у него. Причем примечательно, что вот все говорят, это война за нашу молодежь. Меня спрашивали недавно в комментариях где-то, в Ютубе, наверное, а где вообще Технибок делся? Ну, он же за свободу до конца, за Украину, за свободу до конца. Нашелся Технибок, служит по тилам. Нас одвічним ворогом московитами не тільки за територію, за надра, за наші багатства. Це війна і за душі нашої молоді. Смотрите, какая философская мысль. Это не только там за богатство, за недра, это за души. Души нашої молодежі. Для московитів є найбільшим страхом, коли українці зможуть виховати майбутнє покоління в націоналістичному бандерівському дусі. Вот так вот. Значит, россияне сидят, значит, и боятся, когда вот следующее поколение в бандеровском духе украинцы воспитают. Представляете? Это самый главный. И так вот смотришь в глаза ему, так проникновенный, слушайте. Прям, это ж он на фоне там маскировочной, это ж, наверное, блиндаж какой-то. Где-то ж, наверное, там на передовой, наверное, да? Да. Саме тому найщиріші вітання військово-патріотичній школі «Бандерівець», яка вже розпочала свою
Военно-патриотическая школа «Бандеровец». Роботу. Вчіть, пізнавайте, досягайте максимуму, бо ми українці, ми на своїй Богом даній землі. Ми обов'язково переможемо. І Москва впаде. Вот так вот. И Москва упадет, и мы победим, и все будет хорошо. Бандеровцы. Мне кажется, что есть вот определенная история в этом всем. Ну вот прям боятся россияне, представляете? Вот Медведев недавно рассказал, как он, собственно, боится, да, что вот эти бандеровцы, он обсуждает, давайте так, для чистоты, для корректности, он обсуждает территории, которые заняла Россия, так называемые у них новые территории. Ну вот он обсуждает, что, видимо, на каждого бандеровца обещают, ну как бы по койко-месту где-нибудь на курортах лесоповала в Сибири. Общая ситуация с новыми регионами, новыми субъектами Российской Федерации. Это вот первое. Что же касается людей, знаете, там люди разные. Вы сказали, сидят и ждут украинских танков. Я думаю, таких там не так много. Там просто есть люди, которые сидят и думают. Вот, как там, белые придут, грабят, красные придут, грабят. Значит, иными словами, кто будет сильнее, вот тем мы и будем служить. Надо убедить этих людей в том, что мы вернулись навсегда. Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать. Отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание. В Сибирь на перевоспитание. То есть, смотрите, это он говорит о территориях, которые уже подконтрольны. То есть, соответственно, никто же за язык его не дергает. Ну, то есть, опять-таки, получается, права вот эта украинская пропаганда. Придут к тебе в дом, захватят тебя, отправят тебя в Сибирь. Ну, то есть тоже как-то надо фильтровать вот эти все моменты. А какие перспективы у украинца? Проблема России, что она не рисует никаких перспектив. Для вот этих людей, которыми они говорят, один народ и так далее, они их убивают. Да, убийства, вот Чебоксары убили, и сегодня Днепр, Одесса, ну, убили дронами, понятно, там ПВО, обломки и так далее. Но, а какие перспективы? Ну так, а что будет? Вот посмотрите на новые регионы. Вот Медведев говорит о новых регионах, между прочим. Значит, там сидят люди, которые, так сказать, им все равно, кто власть. Так это фактически Медведев говорит то же самое, что вот Тягнебок или Корчинский националист. Им все равно, кто власть. Ну, ждуны или нет. Ну, типа, сегодня как бы одну шляпу надел, завтра другую. Как в свадьбе в Малиновке, понимаете? Ну, то есть от этой синхронности мысли, ну, немножко так мурашки по коже. То есть пятый год войны. Никто не выработал нормального подхода к тому, зачем тебе конкретно вот заходят, например, в Малую Токмачку. Ну, там уже нет мирных, там это все просто поле боя, одно название. Но имеется в виду, вот Краматорск предлагают, ВСУ встали и ушли. Зашли россияне. Что там будет? В Сибирь пошлют? Ну, то есть тоже как-то нужно соотносить эти моменты. Получается, что у нас просто будет война заключаться в том, что будет расти киллзона. Киллзона. И она будет шире, шире, шире и шире. Ну, то есть такой железный занавес. Это ведь тоже не выход. Так же войны не закончатся, потому что дроны вот эти полубританские, полукитайские, полуукраинские, штилерманские из Firepoint будут запускаться даже, я не знаю, там с маленького кусочка Луцкой области или Львовской области, с передовой. Это не проблема. Значит, нужно какие-то идеи, нужно какие-то новые, как бы, свежую струю дать. Не играть вот в эти... Там, Путин играет в дипломатию, Зеленский в пасьянс или в какой-то там в наперстке, а что-то другое. Ну вот чем не идея? Женское единство, вот, пожалуйста. Одесса. Женщины начали объединяться. Люди объединились, и вот они налетели, и оказался у женщины баллончик, и они в бус
навалили, собственно, этого газа, ТЦКшники там, собственно, заплакали, потому что газ слезоточивый. Все разбежались, выбежали, они его повредили, разбили этот бус. И там двое, по-моему, этих уклонистов, которых ловили ТЦКшники, ну так называют, обычных нормальных одесситов, людей уклонистами, или под бронью, или тех, кого они хотели как бы крепить и разводить на деньги, благополучно убежали. Причем и ПСО нет. Уже никто не говорит, что Мосфильм, уже никто не говорит Лугансфильм. Это реальность, потому что это, собственно, в Одессе подтвердили официально. Все нормально. Они уже все подтверждают официально. Но все равно выкручивают правило, что каждый должен официально так или иначе отслужить. Нас ставят на рельсы вот с самого детства, как технебок, бандеривать. Вот, с самого малочку. Зачем? Чтобы каждый 2-3 года отслужил на передовой. Вот Маша. Ну, там сейчас уже непонятно, после того, что на пленках Миндича Андрей, оказывается, не Ермак, а Богдан, непонятно, кто такая Маша. Хотя многие подумали, что Маша с зарплатой 20 тысяч — это именно она, волонтерка Берлінського, у Яніни Соколової, продвигає цю тему. Перше, система була налаштована неправильно, однозначно. Нам потрібно налаштувати систему так, щоб люди в суспільстві відчували справедливість. Давайте настроим так, чтобы люди чувствовали справедливость. Маша, а каким местом люди должны чувствовать справедливость? Носом? Це означає, що по черзі залучаються всі громадяни призовного віку, які можуть служити, залучаються по черзі. Це по очереди. Ну, такая русская рулетка, знаете, берешь револьвер, засовываешь там, крутишь, о, бах-бах, все по очереди. То есть это как, знаете, какой-то детский сад, типа, а кто играть будет? А по очереди. Нормальна історія, я вважаю, і зрозуміло, відповідно до своїх вмінь і навичок, там, де вони можуть бути, там, дати найбільшу користь. Але звалити війну на плечі тільки одних і тих же людей – це несправедливо. Не можуть, в мене посестра, наприклад, Андріана Сусак, з 14-го року служить. От ми з нею в 14-му служили, я там 3 роки працювала на війні на дронах, і весь цей час інший я вже там в волонтерстві допомагаю, а вона досі служить. І після поранення, давай згадаємо, важкого поранення. Так, тобто після того, як вона підірвалася на протитанковій міні, і в неї там десь добрих 10 операцій, в неї пластини в тілі, контузії, і вона продовжує служити. І при цьому вона ще й мама. Так, і вона... И мама, представляете, служит и мама. Нормально чего. Хорошо так просунули, продвинули, подтянули вот эту женскую мобилизацию. Кстати, многие обратили внимание, спасибо вам, дорогие подписчики, спасибо зрители Шума, что обращаете на это внимание. Немножко, видите, прикрутили эту, как бы, ну, вот эту дырочку, да, прикрутили с женской мобилизацией. Чоловіки служать. Вони давно могли не служити, ці люди. Але вони віддають все, віддають там здоров'я, віддають найкращий час життя, продовжуючи службу. І дуже достойну службу. Питання, а чому не можна це навантаження в українській сім'ї розподілити рівномірно? Мужики пускай, а женщины пускай служат. Нормально, говорит. Вообще каждый человек любого возраста, ну что там, 2-3 года, нормально пошел, повоевал, все. Дальше следующий, сказал заведующий. Ну, типу, я не бачу нічого поганого в тому, що послужить трохи часу Андріана, послужить трохи часу Марія, послужить трохи часу Броневицький, послужить трохи часу Смірнов, Гончаренко, Петров, хто там ще, ну там... Не, Петров не будет. Ну, то есть логику все поняли. Вот к этому и ведут. Все по чуть-чуть послужат. А менты? А менты нет. Он есть такой Ярославский, военный, да, бывший там эксперт, ну, вообще правовед, там, юрист, в общем, короче. Он разматывал и возмущался, а что-то полицейские не будут воевать. Так, вчорашній таксист або слесар, якого мобілізували, зараз воює в окопі, а офіцер, який одів погони, якого не мобілізували, він сам прийшов в Національну поліцію, заяву на призначення на посаду, він не проходить це. Чим він відрізняється? Стрілянина на Черкащині. Поїхало 4 поліцейські на обшук до ветерана, він їх перестріляв, вони його ліквідували. 5 жертв на рівному місці. І це теж дуже багато було нарікань на роботу поліції. Значит, эта история была, вот это мы и говорили, что, ну, это бывший ветеран, за которым пришли менты, это там все связано с депутатом местным, скажем, Черкасская, по-моему, область. Местный депутат был там завязан, личный конфликт, и он попросил, короче, ментов разобраться с ветераном. Ветеран там пострелял, и они его потом тоже пригнали спецназ и расстреляли. То есть они вспоминают, они обсуждают вообще тему полиции, идти на фронт или не идти. У відставку, здається, глава обласної поліції, якщо я не помиляюсь, глава Нацполіції.
ніхто нічого, в міністерстві ніхто нічого. І тут ще одна стрілянина, і мені здається, спільне в тому, що просто поліція була не готова. Дивіться, про Черкащину, може бути, я вам перше скажу, там все було трошки, там винудили того ветерана, який отримав за свою ту землю. Приїхали прокурорські, насчитали Ми зараз не про це говоримо, ми про те, як спрацювала поліція. Смотри, как все забили. Не-не-не, это не про это. То есть землю получил ветеран. Насчитали ему земля кому-то. Ой, там вообще все интересно. Ну и пошли типа разборки. Но Ярославский ты об этом не рассказывай. Это все ерунда. Этого не надо знать. Тут интересно, вот полиция. Полиция? А что полиция? Винудили, і произошла трагедія. А чим, знаєте, як потушили трагедію? Як потушили? А взяли командира поліції Константиновки, який 10 років вже на війні, герой. І сказали, Дмитрій, терміново назначайся на Черкащину, тому що військові там розривають поліцію. І він приїхав і призначився туди на Черкащину 2 місяці тому. І вже він на рівних з військовими вирівнює любу ситуацію, тому що він поліцейський з фронту. Я бачив поліцейських, всі працювали в Бахмуті. В Берховці не було, там вже була окупована, ми відбували без поліції. Потім я побачив в Куп'янську, потім я побачив у Вовчанську. Так от ті поліцейські, і коли я приїжджаю на захід України у Львов, і ті поліцейські, це взагалі дві різних субстанції. Розумієте? І якщо б постійно оті от Полтава, Київ та західніші були от там, де я сказав перед цим, і от так от робота опера одна і та ж сама, слідчого одна і та ж сама, в черговій частині одна і та ж сама. Чим вона відрізняється? І для мене не зрозуміло, як вчорашній таксист або слесар, якого мобілізували, зараз воює в окопі, а офіцер, який одягав погони, якого не мобілізували, він сам прийшов в Національну поліцію, заяву на призначення на посаду, він не проходить це. Чим він відрізняється? Зобов'язати їх пройти. Отут, прежде всего, переключиться у них, отут. Да, вот тут переключится. Ну все уйдут с полицией. И сбегут. Они говорят, давайте всех, давайте, каждого. 2-3 года пускай послужит. Каждого, вот это, каждый там полицейских, давайте вот это все ротировать, всех на фронт, всех на фронт, всех на фронт. Фронт вообще сейчас используется как, ну, нечто такое, или там военные сапоги, или берцы, да, или фронт, используется как вообще какой-то must-have, как что-то такое неоценимое, как что-то такое вообще должное, это то, что должно жить с украинцем. Ребята, украинцы, фронт — это нехорошо. Это не чеснота, это не супернавык. Фронт — это не какой-то, я не знаю, это не то, что приносит успех. Я имею в виду не воинскую славу или какой-нибудь там подвиг, а успех конкретный, материальный. Фронт — это место, где сжигаются деньги, ресурсы, силы ради там какой-то большей... Но скиллы, как вам удобно говорить, то есть навыки людей оттуда, будь то полицейский, гражданский полностью, непонятно кто вообще, слесарь, таксист, он не получает те навыки, которые позволяют ему, ну, двигать прогресс вперед, бизнес совершать, какие-то моменты открытия, или там, ну, в общем, производить что-то, приносить пользу. Пользы в этом нет. Имеется в виду такой материальной пользы. Нет ее. Разве что там клаптик земли какой-то отвоеванный или какая-то посадка, только так. Но это придает в Украине каким-то необыкновенным высотам значение какое-то просто необыкновенное, тому, что ты военный. Корчинский вообще договорился до того, что вообще не надо голосовать за тех, кто не военный. Вот, представляете, все. Не был в Керчі, не был, так молчи. І перше, що ми маємо з вами запам'ятати, ніколи не голосувати за людей, які не являються учасниками бойових дій. Учасниками бойових дій. Коли я зараз думаю, які хлопці гинуть, коли кажуть, що гинуть найкраще, вони справді найкраще. Подивіться на ці обличчя. Оці 2 хлопця загинули днями на Донецькому напрямку. Які ідеальні обличчя, які ідеальні душі. Идеальные лица. Арийские все, наверное. Ну, я не понимаю слова «идеальные» в отношении лиц. Ну, хорошо. Идеальные лица. Ну, наверное, похвалить хотел. За цими обличчями. Так что, за них голосовать? Які шляхетні серця. І ми це втратили. Ми втрачаємо цих людей, а ті сидять в Монако. А те в Монако. Так люди, которые в форме, тоже к ним много претензий. Он недавно десантник раздухарил, говорит, вообще я в шоке. Вообще надо
Вообще-то форму надо немножко как бы, а то все подряд как натянули форму, занимаются всякими непотребствами. Теряется ценность формы, говорит военный. Наверное, с тем, чтобы его выбрали, как Корчинский говорит когда-нибудь. Поведінка військовослужбовців на вулицях. Мене це дуже сильно дратує, коли людина вдягнула на себе або піксель, або щось відповідне, але вона не розуміє цінність цієї форми. Я пам'ятаю, як я взимку їхав з Житомира, повертався на ППД, і мене зустрів на Укрнафті заправщик в піксельному бушлаті. Я у нього питаю, чому ти в бушлаті? Він каже, так а я воював. Кажу, ну і що? Це означає, що зараз ти ту форму, в якій хлопці гинуть, за яку хлопці віддають життя, яка... Представляете, мы уже за форму отдаем жизни. То есть там за Украину... Нет, за эту форму люди отдают жизни. А ты вот видишь, негодяй, заправщик, повоевал, а бушлат себе спер, оставил. Не должен ты ходить в бушлате на заправке. Постійно буває в крові наших військовослужбовців, ти зараз використовуєш для того, щоб не засратися солярою чи бензином. Ну, мене дуже сильно дратує неповага до форми. Якщо ти вдягнув форму, відповідай. Виглядай охайно, не кидайся на вулиці бичками, ще краще не кури на вулиці, не подавай поганого прикладу. Зараз для дітей ти перш за все взірець. Мені не так важливо, що подумають там підлітки, чи дорослі, чи взагалі пожилі люди. Мене це абсолютно ніяк не цікавить, але для дітей все ще зараз військовослужбовець залишається прикладом. Відповідай цьому. Якщо ти хочеш вести себе як свиня, ну так зніми ти форму. Вдягнись в гражданку і роби, що хочеш, але не роби цього в формі, не позорь форму. Це от для мене дуже така болюча і дуже важлива тема. Ну вот видите, вот так. Не позорь форму. На самом деле звучит как откровение, но это во всех армиях мира, это везде так, это вот у всех так. То есть, а придумали же такой черти шо. Ну, то есть, и форма должна где-то быть по уставу. Ну, если там человек в тылу имеется в виду, понятно, там на передовой. То есть, когда тебя убили, тебе сказали, был бронежилет или нет, там пишут командиры, что 15 миллионов не давать, тебе приписывают, что пьяный был, или там что-то без каски, или там такой подшлемник забыл, или еще какую-нибудь ерунду придумывают, понимаете? А в тылу вот как бы вот, расхлябано все. Ну, то есть, вообще форму надо убирать. У всех тыловых надо убирать форму. Форма — это форма. Это военная форма. К ней должно быть уважение бесспорно. Ну, на 5-м-то году войны, да? На 5-м году войны. Кто-то же об этом должен позаботиться. И так и в российской армии, и в украинской, и в любой армии. Тут дело не в армии. Тут дело в том, как мы относимся к этим военным. Но если бы не было в украинской армии СЗЧ 300 тысяч плюс, некоторые 500, другие говорят там еще больше, просто закрыли вовремя эту статистику, мы бы, наверное, по-другому видели бы, как там, кто в форме относится. Армия же не профессиональная, а рабоче-крестьянская, по большому счету, в Украине. А требования, слушайте, как к каким-то профессионалам. Странные люди. Такое требуют. Да и вообще, в тылу, а перед кем ходить? Форма, не форма, кто там чего поймет? Он в Черкасах мэр открытым текстом говорит, все, дороги будут теперь строить. Мигранты, индусы, бангладешцы. А они, наверное, заценят, как бережно украинец с фронта вернувшийся носит свою форму. Я думаю, що ви десь уже за тиждень або за два побачите іноземних працівників у місті Черкаси. Я не знаю, хто це. Чи це індонезійці, чи це пакистанці. А правда, зачем знать, кто? Ну, индонезийцы, еще кто-то. Значит, к асфальтированию дорог в Черкасах будут привлекать иностранцев. Одне підприємство, як виграло підряди на асфальтування доріг у місті Черкас, яке в тому числі асфальтувало вулицю Одеську, зараз по робочих візах залучає близько 10 іноземних працівників на 50 иностранцев по иностранным визам. асфальтування доріг у місті Черкас. Значить, воно забезпечує їм гуртожиток, забезпечує зрозуміле харчування, забезпечує відповідні документи. Общага, документы, питание, слушайте, нормально. Які вони мають. Да, и, конечно, тут уже, ну, это местный телеканал приводит, что объясняют вот это все, дефицитом рабочих рук.
А где же они все делись, эти В рабочие? будь-якому комунальному підприємстві фактично зараз великий дефіцит робітничих професій. Повністю великий дефіцит. Починаючи від слюсарів, ремонтників, закінчуючи простими двірниками, яких критично не вистачає. А где ж делись? Убежали все, наверное. Или в земле уже? Ну, на жаль, маємо те, що маємо. А, ну вот так. Вот это по-мэрски. Вот это вот по-управленчески. Вот пока вот эти с пустыми глазами, рыбьими, говорят нам эту хрень, маемо те, что маемо. Это Кравчук, вот это любимое выражение. Нет, ребята, дела не будет. Так а где делись, скажи? Комунальні підприємства, вони ж не мають, деякі не мають зовсім бронювання, деякі мають бронювання 50%. Ну, он, в принципе, ответил, куда все делись. Всех забрали на фронт. Деякі мають інше бронювання. Всех на фронт забрали. Вот и все. Всем все ясно. Но он не может это сказать открыто, что, ребята, что ж вы делаете? Не, бангладешцев, пакистанцев, вот этих всех завезем. А чего нет? В соцсетях уже шутят, что количество русскоязычных детей на площадке разбивает сердце, какая-то пишет Клуша. Ей отвечает другая. Говорит, не плачьте, скоро на детской площадке будет полно детей индийцев, сирийцев и бангладешцев. Вот тогда вы обрадуетесь, какие языки услышите. Ну или вот пишут, находятся вот такие тоже, скажем так, барышни, что я за трудовых мигрантов. Индусы, чудесные медики, инженеры, и у них хорошее образование. Самое лучшее дают образование, в общем, самое большее дают разрешение для Турции, Бангладешу, Непала, а это на минутку усиление деревообработки и агросектора. Нужно немножко включать голову, а не кричать «Зрада!». Такие условия сейчас. Нужно с пониманием относиться. С пониманием относиться. Ну, вы готовы с пониманием к этому относиться? Нет, ну, сначала еще поубивали всех мужиков, понимаете, а потом сказали, ой, надо с пониманием относиться. С пониманием можно было относиться, когда вот попалось видео мне 1998 год. Играет сборная России и сборная Украины. И подходят к болельщикам разных команд журналисты, спрашивают, ну вы же как там... Подеретесь? Говорит, нет, говорит, у нас полное понимание. Ну что, ребят, на матче-то подеретесь? Сейчас все нормально, а на матче? Нет, никогда. Не, никогда. Нет. А вот Нам это не нужно. Нам это не нужно. Не надо. Не надо? Нет. Ну, видите, как было не нужно, а стало нужно. А сейчас что? Одище просто сейчас. Вот было не нужно, а стало, видите, как нужно. В рубрику «Колобок, куда мы катимся» написала мне, ну, не буду называть ее имя, пускай будет какая-нибудь Ольга, да, значит, женщина. Здравствуйте. Работаю медсестрой в Николаевской городской больнице номер 3. На днях на меня начала давить старшая медсестра, заставляя уйти по собственному. Когда я спросила, по какой причине, вскрылась очень неприятная история. Она созналась, что начальству было приказано провести сокращение и в первую очередь уволить, а в идеале заставить уйти по собственному тех, кто общается с пациентами или же в личных разговорах по-русски. И выбор пал как раз на меня и еще нескольких моих знакомых медсестер. Как мне говорить на украинском, когда почти все старшее поколение общается на русском, и многие сами просят перейти на него, потому что боятся, что что-то не так поймут. Меня удивляет, что начальство не осознает, что в нашей сфере малейшее недопонимание может привести к очень серьезным последствиям. Я и бытового украинского толком не знаю, чего уж там говорить о каких-то профессиональных терминах. Когда меня принимали на работу несколько лет назад, всем было абсолютно все равно, на каком языке я говорю с пациентами, а тем более с коллегами или друзьями. Почему я должна терять свою работу, которая меня полностью устраивает, из-за прихоти каких-то чиновников, которые решили, что должны говорить только на украинском? Не кажется ли вам, что это все делается только для того, чтобы
подать хорошую статистику куда-то наверх. Да и мы все знаем, что большинство таких злостных защитников государственного языка сами говорят в быту и даже на работе по-русски. И только в соцсети для галочки и пиара пишут на украинском. К тому же увольнять квалифицированный медперсонал в такое время — это самоубийство. У нас и так людей не хватает, а тут еще эти сокращения, да и по какой глупой причине. Так в чем же тогда смысл? Почему в очередной раз глупые идеи придумывают чиновники, а страдаем мы? Пыталась привлечь внимание наших местных николаевских журналистов, пабликов. Говорят, что претензии ко мне могут быть обоснованы, потому что я работаю в сфере, где общаюсь с людьми. То есть то, что я оказываю квалифицированную помощь, уже никому не нужно. Я, конечно, не николаевский журналист, но я считаю, что к этому нужно привлекать внимание. Вот этому лизоблюдству, вот этой упоротости и к этому желанию выслужиться. Выслужиться. Вот главная причина всего этого. Статистика, вы абсолютно правы. Как так по-русски? Пошла вон. Мы наберем какого-нибудь тупого, но знающего украинский язык. Мы несколько лет твои забудем. И ты забудь. Ты на украинском только говори. По-русски можешь дома у себя, и то скоро введут такое, что нельзя. Это где? В Николаеве. В Николаеве, городе Корабелов. В городе, который при Катерине возвели. Город, который, достояние Российской империи. Город, достояние Советского Союза. Вот так вот просто отметают, говорят, нет. Перепрошивают. Твари перепрошивают. Я очень хочу, чтобы мы всем шумом обратили на это внимание. Всем. Напишите вот по поводу этого крика души этой женщины, которая медсестрой работает и любит свою работу, но не так общается. Просто какой-то трэш. Да, друзья, знающего мову бангладешца заменит. Вот Сергей пишет, Диана Панченко, николаевский журналист. Да. Проболтался Саша, что я не николаевский журналист, наверное. Да? Друзья, подведем итоги опроса. Кто побеждает? 3% Украина, 24% Запад в широком смысле, 32% никто, тупик, Россия, 41%. Спасибо большое, что проголосовали. Почти 10 тысяч голосов мы получили. Это очень интересно, это очень здорово, что вот вы так оцениваете. Хотя, в принципе, все достаточно очевидно и буквально, но тут же главное как. Важно же не что такое победа, а как ее подать. Вот в этом смысле. Так, что у нас, собственно, пока мы здесь с вами шумели. Так. Ага, понятно. Армянск обстреляли по территории ФСБ, ударили в Крыму. То есть пошли, такая история. Тут размен будет, такой обмен ударами очень и очень долго, наверное, все это будет происходить. США одобрили продажу Украине высокоточных бомб «Джедам» на $370 миллионов. Управляемые бомбы весом 1000 килограмм, воронка глубиной 5 метров. Вот сообщает Госдеп. Вот это новость. Потужники радуются, всем хорошо. Слушайте, тут вообще красота. Вышла языковой омбудсмен Ивановская и говорит, что на украинских стриминговых платформах, когда мы включаем фильм, очень часто есть только русский перевод. Мы постараемся решить эту проблему. Украинский добавить? Нет. Русский убрать. Чтоб не было. Чтобы не было. Так, да, уже вторая репетиция прошла Парада Победы.
Ну, слушайте, красиво колоннами идут. Парад Победы, вторая репетиция тоже прошла. Это вот сегодня вечером. Опять-таки секретно, тайно, абсолютно свободно, не секретно, не тайно. Но прошла. В общем, праздник все-таки, я думаю, будет. Если честно, то здравый смысл, конечно, и холодная голова мне подсказывает, что ничего не будет из этого ада, да, который они устроили. Это все просто потужность, просто проявление какой-то спеси. На самом деле нет. Так. Значит... Ну, поехали некоторые вопросы из сообщества YouTube. Александр, дадут всем спокойно пожить? Или все же дожмут всех нас? Все мы это вменяемые жители планеты Земля, а они держиморды. Нет, держиморды будут жать. Так, Лилия, не находите ли, Александр, что Запад ни при чем, просто многие соседи России не то что даже меркантильные, а не против подосрать большого соседа. Нет, эти фантомные боли, конечно, ущемленности есть на этих картах, на этих болях и мозолях. Отыгрывают, разыгрывают их. Ну, кто? Британцы. У них это зачастую. Конечно, есть очень многие, которые, собственно, ну, то, что в Украине возвели в апогей, как вот анти-Россию, мы не русские, геть від Москвы, есть и в других странах бывшего Советского Союза, безусловно. Казахстан, Азербайджан, Армения. Так. Вопрос. Александр, в каких случаях вы можете прекратить эфир, и может ли причиной этому стать нетрезвое состояние собеседника? Ну, смотрите, у меня по видеосвязи все. Поэтому там поди разбери, трезвое, нетрезвое. Поэтому прямой не прекращается. Знаете как? Потому что матч состоится, значит, матч состоится в любую погоду. Так. Оксана тут начинает перечить в сообществе. Вы слова Медведева интерпретировали под вашу удобную реальность. Явно Медведев не имел в виду, что хватать каждого и отправлять в Сибирь. Есть случаи, когда на новых территориях выдавали квартиры, помогали с работой и обустройством, человек все равно вербовался в СБУ. Каждый день в ленте новости о задержании. И что, по-вашему, Россия должна объяснить? Украинцы слепые и не видят, что происходит на их улицах? Не надо слепо верить украинский телемарафон. Оксаночка родненькая, никто не верит в этот телемарафон, но вы немножко тоже слушайте, о чем кто говорит. Когда это произносится по отношению к уже занятым территориям, всем понятно, и ежу понятно, что говорят, но это слушают на потенциально, ну, скажем так, тех территориях, на которые Россия претендует, то что могут подумать эти люди? Вот о чем идет речь. Им нужно предложить что-то. Предложить не то, что в Украине плохо, а то, что будет хорошо, когда они придут. А этого нет. Вот и все. Просто показывают, вот смотрите, в России, в Украине ТЦК, там индусы, вот это все, там истребление. А в России надо предложить идею. А этого не предлагают. А если что там, затесается кто-нибудь, мы его в Сибирь. Вот о чем идет речь. Это так будет воспринято, интерпретировано. И никак иначе. Так. Ну да, смеются тут Маргарита. О да, Медведев и его слова нуждаются в заботе. Да, да. Есть такие, которые. Так, друзья. Вопрос. Миндичгейт и санкции на Богдана видят одним актом. Но по времени они появились при встрече Трампа и Карла III. Разругались. Миндичгейт и Богдан выглядят как действия разных внешних сил. Не сказал бы я вам об этом. Не сказал бы. Миндичгейт и Богдан выглядит так, да, но мне кажется, что все-таки это общая спайка. Александр, спасибо за этот вопрос. Так.
Александр, сегодня в эфире с Мосичуком был вопрос, считает ли он еще Россию агрессором, несмотря на понимание того, что Запад разжигателем. Какое ваше мнение по этому вопросу? Смотрите, мое мнение по этому вопросу чисто юридически есть понимание агрессора. Но вы же понимаете, что с каждым годом войны это все переворачивается с ног на голову. И тут уже поди разбери, кто агрессор. Да? Но вот эта причина, несмотря на то, что провоцировали или разжигали, ну так это не оправдывает. Так давайте, Запад провоцировал, разжигал, так нападите на Запад, а Украина вот будет очень сильно переживать и помогать. Ну, например, какой-нибудь Прибалтике или Польше. Так. Саша, эфир с Геннадием М. будет? Если будет, то спросите про инопланетян в Малой Токмачке. Хорошо, спросим. Спасибо большое. Так, спасибо за отличную подачу. Александр, спасибо и вам. Спасибо, что посмотрели. Друзья, так, Саша, ты читер. Я тут напрягаюсь, пишу на украинском, у тебя в чате автоперевод. Да, автоперевод. Спасибо за эфир. Хотела спросить о ваше отношение к бессмертному полку. И второй вопрос. Пишу в группах украинцев Германии и Швейцарии. Призывают в группах сорвать шествие в Европе. Евгений. Евгений, это отголоски вот этой всей пропаганды. Я думаю, что и будет меньше с каждым годом. И по срыву, и по вот этой всей возбужденности. Как, вот я к идее отношусь очень хорошо. Очень хорошо. Потому что это очень важно, помнить своих предков и гордиться этими предками, и победой гордиться. Я считаю, что идея это потрясающая. Просто, понимаете, мне тоже так нравится. Мы запретили георгиевскую ленточку, потому что там кто-то ее надевал во время каких-то событий, там, в 2014 году какие-то вооруженные люди, то ли местные ополченцы, то ли помощники из России, типа это стало символом, поэтому мы запретили. Дундуки. Надо самому надеть георгиевскую ленточку и выйти к ним, к этим людям на 9 мая. Ну, даже если вы просто противоположное у вас мнение. Вот как надо действовать. Не надо запрещать только вот русский язык, потому что о нем говорил Путин, понимаете? Ну, то есть, это какой-то бред. Это канцелинг, но это тоже технология. Так, смотрите. Я всегда отмечаю 9 мая. Да, все будем отмечать 9 мая, конечно. Ереван не хочет в Европу, жгут флаг Украины. Видел это видео. Смотрите, ну и есть видео, там выводили, это Зеленского посылали на 3 буквы лазерами на дом, на здание. Все это было, все это есть, безусловно. Ну, народ-то разный, понимаете. Но опять проблема современного мироустройства, народ-то как раз никто и не спрашивает. Так, удачи вам, удачи, спасибо большое, да. Значит, спрашивает, Богдан будет жестко мстить Зеленскому? Ну, если крышу, все-таки, если, насколько я понимаю, если это будет американская крыша, то будет. Ну, вообще, конечно, я вам хочу сказать, что я думаю, что это в любом случае получит продолжение. Даже если это на нижнем этаже противостояние между, ну, старые там, склоки между Ермаком и Богданом. Даже если там за адвокатские истории, это тоже будет. Так. Ой, как вы относитесь к теории Мосейчука, что Одессу построили итальянцы? Давайте завтра у Костя Бондаренко спросим. Ну вот давайте. Ну просто понимаете, это все так замечательно. Ну опять-таки, сколько людей, сколько мнений, столько прочтений. Ну опять-таки, давайте же все-таки быть немножко адекватнее. Кто что строил, да, какой там из этого великого литовского княжества Каджибей какой строил. Ну, то есть мы же немножко не понимаем, что такое Одесса, что такое Каджибей, понимаете? Даже не Хаджибей, а Каджибей. Там, ну вот именно этот князь строил. Поэтому давайте оставим. Анжелика Матвиенко, позовите Богдана на интервью. Да как-то хотел позвать на интервью, но он что-то... Ну, может, сейчас будет поразговорчивый, может, сейчас будет ходить на интервью. Может и позову, может и получится.
Но, в принципе, я не знаю, что... Мне почему-то кажется, что Богдан уже все сказал. Ошибка больших тайн, ну, не будет. Выдано, имеется в виду, за время его... Ну, может, разве что какие-то там, может, новое прочтение 19 года какое-то будет, когда договаривались о Минске. Так, спасибо большое. Спасибо за хорошие, добрые слова. Александр, вы полагаете, Путин вжарит по Киеву? Ну, если вжарят по Москве дронами, фламинго, вот этим всем по параду, прям вот, когда парад, ну, я думаю, вжарит. Я думаю, ну, это таких не было предупреждений раньше, поэтому говорить о том, что это прям что-то такое, да, ну, это поднятие ставок, вот и все. Я думаю, что исполнят это свое предупреждение. Когда закончится война? Да, я думаю, в этом году закончится, к осени закончится. Может быть, знаете, и будет, вот я тоже так думал, я вам там вчера говорил, пророчество, да? Вдруг так и будет, слушайте, вот должен быть какой-то такой катарсис, может так и будет, вот такой накал страстей, размен такой, а потом все раз и закончилось как-то, внезапно. Спасибо большое, что пошумели сегодня, пишите в комментариях, что, как говорится, по шуму, что по новостям, прокомментируйте, пожалуйста, Николаевский колобок, ну, имеется в виду колобок, куда мы катимся, это рубрика и письмо жительницы медсестры из Николаева. Но самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.